История начинается с того, что женщина по имени Эмма Майя, которая была слишком щедра на губную помаду, приходит в ярость, узнав, что была пятая жертва и у преступника тот же самый характер. Она в срочном порядке поручает своим следователям расширить сферу расследования, но поворачивается к своему главному герою по имени Татамара и говорит ему, что он может просто пойти домой и поспать. Татамара изображает неутомимого воина, объясняя, что он вполне способен работать 2 ночи подряд и может продержаться до конца. Как же он устал! А Мамая не хочет, чтобы его неправильно поняли, и безжалостно объясняет, что такой бесполезный человек, как он, слоняясь без дела, только усложнит ситуацию. Впоследствии мужчина по имени Кика сочувствует детективу со скидкой, поскольку если Татамару в ближайшее время не покажет каких-либо результатов, его могут выгнать из первого отдела расследований. Кику напоминает Тамару, какой он никудышный детектив, поскольку однажды преступник одурачил его и позволил ему идти 3 раза. Как будто этого было недостаточно, Таому также вызвал полицию после того, как он отправился в район после наступления темноты, чтобы получить кое-какие показания. Кику нравится, насколько серьезен Таому, но он отмечает, что эта его черта делает его ужасным детективом. Таому показывает, что он вовсе не ужасный человек, поскольку он указывает, что все граждане напуганы происходящими серийными убийствами, и ему мучительно просто стоять в стороне. Старик явно что-то задумал, когда он странным образом облизывает пальцы, указывая на то, что уже есть 5 жертв, а никаких существенных сдвигов в расследовании не произошло. У первого отдела расследований явно возникли проблемы, поэтому он считает, что есть только один человек, который может раскрыть это дело. Этот человек немного похож на сыщика, и он определенно необычный детектив. Тутумору отправляется в квартиру этого парня и восхищается тем, как изящно выглядит сыщик на фотографии. Сыщик работает управляющим зданием, так что Тутумору задается вопросом, не потому ли это, что его детективный бизнес идет не так хорошо. Тутумору идет звонить в колокольчик, но потрясен, услышав голос, который говорит: «Не надейся слишком сильно». Вторая попытка позвонить в колокольчик, и голос говорит: «Сделай это сам». Завтрашняя неразбериха только расстраивает голос, так как ему не нравится, когда кто-то просит его об одолжении. Голос говорит ему вернуться в храм и снова попросить богов о помощи. Завтра он понятия не имеет, как голос узнал, что он это сделал, и голос велит ему уйти. Завтра он объясняет, что его послал Кика, и это заставляет парня выйти, но завтра он шокирован его видом. У этого парня вместо волос пучок водорослей, и он весь в татуировках, что сильно отличается от его чистого прошлого. Мало того, что у него сейчас совершенно мертвые глаза, они даже больше не отражают свет, и даже глаза мертвой рыбы способны на это. Тамара приветствует себя в квартире парня и задается вопросом, не умер ли его кот. Это не так, и парень по имени Кимонохаши объясняет, что он ходил в школу с сыном Кика. Кика беспокоится, что Кимонохаши просто сидит и плачет целыми днями, и он не может сказать, что это неправда. То завтра впадает в панику, когда Кимонохаши ударяется лицом о землю, но понимает, что пол покрыт подушками. Кимонохаши объясняет, что это его пол лени, и он знает о его ежедневной рутине отчаяния и скуки. У Кимонохаши нет ни телевизора, ни интернета, ни даже сотового телефона. Снаружи не приходит ничего хорошего, поэтому он отрезан от мира. Он полностью замкнулся в себе и утверждает, что погрузился в пучину отчаяния. Он пытается избавиться от завтрашнего дня, чтобы продолжить наслаждаться своей ленью, но Татамару говорит ему, что ему что-то нужно. Кимонохаши отказывается, даже не услышав, что именно, и объясняет, что он не первый, кто приходит к нему. Кика посылал других, чтобы они тоже были его партнерами. Молодые блестящие офицеры заинтересованы только в продвижении по службе. Он отказал им всем после того, как сбил их с толку. Совершенно очевидно, что Кика действительно хочет помочь ему вернуться, но Кимонохаши показывает, что он больше не детектив. То Тамару пытается рассказать ему об убийствах, но Кимонохаши просто очень громко кричит, чтобы его заглушить. То Тамару указывает на то, что он пытается что-то сказать, но Кимонохаши говорит ему, что это нормально, так как он все равно пытается помешать ему говорить. Все еще не сдвинувшись ни на дюйм со своего великолепного уровня лени, Кимонохаши объясняет, что он не хочет иметь ничего общего с нераскрытые дела и отказывается слушать. Тутумору указывает на то, что на кону жизни людей, но придурок, любящий пол, заявляет, что это не его проблема. Тутумору приходит к выводу, что Кимонохаши слишком подавлен, и он никак не сможет что-либо понять. Кимонохаши рад, что он уходит, и говорит Таамару, что ему в любом случае лучше попросить помощи у богов. Таамару задается вопросом, откуда он узнал о святилище, и именно здесь мы впервые видим великолепие Канахаши. Он указывает на сосновую пыльцу на плече Татамару и объясняет, что он мог получить ее только на определенной тропинке рядом со святилищем. Нераспечатанная банка кофе в кармане Татамару и звон мелочи в другом кармане заставили его понять, что Татамару разменял купюру, чтобы предложить монета богам в святилище.
Конечно, Татамару поражен его способностями к дедукции, но Кимоно Хаши на этом не останавливается. Ленивый гений использует некоторые особенности поведения Тумара, чтобы сделать вывод, что его воспитывали бабушка с дедушкой. Он также может сказать, что Тумара беспокоится о том, что его могут уволить, и именно поэтому он пришел за помощью. Кимоно Хасаши, который, по-видимому, не в состоянии остановить свои божественные детективные способности, продолжает говорить, но Тора перестает его слушать, так как он уже убежден, что этот слишком подавленный парень, возможно, сможет раскрыть это дело. К сожалению, Кимоно Хаши продолжает отказывать. Поэтому Тора приходит в голову блестящая идея рассказать подробности дела так громко, как только он может. Его гениальный план проваливается, когда он замечает, что у Кимоно Хаши в ушах затычки. Тумару отчаянно умоляет его, но все прекращается, когда Татамару звонит его босс. Кимоно Хаши вынимает затычки из ушей, чтобы сказать ему не отвечать на звонки, но уже слишком поздно. Амамия объясняет, что была шестая жертва, и их тело было найдено в парке Сибуя. То находится ближе всех, поэтому она торопит его разобраться. Он собирается уходить, но оказывается в шоке, когда с Кимоно Хаши начинает происходить что-то странное. Кимоно Хаши объясняет, что как только он узнает о расследовании, он больше не может сдерживаться, но ему больше нельзя позволять раскрывать дела. Он заявляет, что, конечно же, хочет стать детективом. Разгадывание тайн и раскрытие дел – это то, что придает смысл его жизни. Когда он не может этого сделать, ему кажется, что он вот-вот сойдет с ума. Вот почему он отгородился от мира, избегал людей и жил отшельником, предпочитая спать днем. Проблема в том, что у него есть фатальный недостаток, как у детектива. По-настоящему неприятный недостаток, который не смог исправить ни один врач. Завтрашний день, демонстрируя свои, вероятно, не очень хорошие детективные навыки, приходит к выводу, что Кимоно Хаши должно быть болен. Его тело должно быть невероятно слабое и хрупкое, вот почему он сделал пол из подушек. Кимоно Хаши требует, чтобы он ушел, и заявляет, что пока он будет принимать снотворное, чтобы вырубиться на 3 дня, с ним все будет в порядке. Татамару отказывается уходить без него, так как не хочет, чтобы Кимоно Хаши растрачивал свои таланты впустую, и указывает, что нет ничего важнее, чем остановиться преступники. Кимоно Хаши пытается сказать ему, что дело не в этом, но Таамару умоляет Кимоно Хаши довериться ему и обещает, чтобы поддержать его, в чем бы он ни нуждался. Кимоно Хаши не может поверить, насколько он наивен, так как называет его дураком, но все же соглашается помочь. Однако он просит Таому внимательно слушать, объясняя, что несмотря ни на что, Таому не может отвести от него глаз. Таому, явно не понимая, что происходит на самом деле, обещает посадить Кимоно Хаши в инвалидное кресло, если ему станет плохо. Кимоно Хаши понятия не имеет, о чем говорит, и сообщает Тамуроу, что они отправятся на место преступления. Завтрашний забег должен поставить под сомнение его жизненный выбор, демонстрируя его неоспоримый талант к марафонам на диване, а не к реальным марафонам. И Кимоно Хаши объясняет, что он поддерживает форму отшельника, посещая тренажерный зал он построил в своей квартире. Им сообщили, что жертвой был частный инвестиционный брокер по имени Акамаса, и накануне вечером он направлялся на деловую вечеринку. Кимоно Хаши шокирует всех, когда он близко знакомится с этим человеком. Что еще более странно, он начинает разговаривать с ним. Он спрашивает, как оно могло утонуть в месте, где нет воды, и почему он отдал свои ценности без боя. Полицейский в шоке, поскольку Кимоно Хаши ничего не знает о других жертвах, но, похоже, многое знает о том, что произошло. Кимоно Хаши объясняет, что трупы хотят говорить, и вам просто нужно научиться слушать. Белая пена у них изо рта указывает на то, что они могут утонуть. На одежде нет следов борьбы, а его костюм говорит о том, что он был состоятельным человеком. Линия загара на его запястье говорит о том, что у него украли часы. Завтрашний день, похоже, только сейчас осознал, как выглядит хороший детектив, и был поражен, увидев, что он абсолютно прав. За последние 9 месяцев 5 человек были убиты с нерегулярными интервалами именно таким способом. Все их ценные вещи были украдены, но у них не было никаких внешних повреждений. Анализы не выявили в их организме алкоголя или наркотиков, и все они были найдены утонувшими в местах, где не было воды. Кимоно Хаши смотрит на карту, на которой показано, где в последний раз видели жертв и куда предположительно они направлялись. На ней указаны дата празднования, встреча выпускников, свадьбы и день рождения. Он использует ее, чтобы сузить область поиска, но Татамару указывает, что в этом районе нет места, где было бы достаточно воды, чтобы утонуть. Все еще не осознавая, что он ужасно справляется со своей работой, он также указывает, что даже не может придумать место, где взрослый мужчина мог бы утонуть. Быть утопленным без того, чтобы он начал сопротивляться. К счастью для Татамароу, Кимоно Хаши не такой бесполезный, как он, и придумал отличное место, где это могло бы произойти. Он рад видеть, что не заржавел даже после 5-летнего перерыва, и празднует это со своим новым другом. Все шокированы тем, что он так непринужденно обращается с мертвым телом, но он объясняет, что это просто в его стиле. Он утверждает, что если вы будете относиться к ним с уважением и добротой, дьявол откроет вам их сердца. Кимоно Хаши говорит им, что пора уходить,
и шокирует всех еще раз, когда объявляет, что пришло время арестовать преступника. Завтрашний день не может поверить, что он уже знает, кто это, поскольку полиция вела расследование в течение 9 месяцев и не смогла раскрыть это дело. Мастер дедукции объясняет, что именно для этого он здесь, но Тору все еще не может поверить, что это заняло у него всего 3 минуты. Кимонохаши называет его Тото и говорит, чтобы он достал немного денег, когда они будут уходить. Несколько мгновений спустя они оказываются в магазине одежды, где Тото обнаруживает себя одетым как сутенер. Кимонохаши говорит подражателю рэпера, что он будет работать под прикрытием как богатый человек, и им также придется что-то сделать с его отвратительной шевелюрой. Они собираются сделать ему стрижку до завтрашнего дня, но говорят, что он скорее всего заснет, так как проработал 2 ночи подряд. Кимоно Саши удивлен, услышав, что он не единственный идиот, который не спал 2 ночи из-за работы, но рекомендует Тото бодрствовать. То завтра начинает думать, что Кимоно Саши, возможно, немного неуравновешен, и задается вопросом, действительно ли ему следует следить за тем, что он говорит. Я думаю, он просто игнорирует это чувство, направляясь внутрь и готовясь к стрижке, снимая свое нелепо выглядящее пальто. В то время как Кимонохаши наслаждается черным сахарным сиропом снаружи. Парикмахер поражен, услышав, что Тото преуспел на фондовом рынке, и заставляет его опустить голову в шампунь. Через некоторое время мужчина проверяет, ответит ли ему Тото, но Тото не произносит ни слова. Этот парикмахер явно злой, так как он начинает наполнять таз водой, чтобы утопить Тото, но появляется Канахаши, чтобы остановить его. Он объясняет зловещему стилисту, что вскрытие замков – его хобби, как раз в тот момент, когда Татамару выходит из воды. Он говорит Кимонохаши, что задержал дыхание на минуту, как тот ему и велел, но тот все еще понятия не имеет, что происходит. Кимонохаши объясняет, что его собирались убить таким способом, который мог бы провернуть только парикмахер. Затем гениальный детектив раскрывает свои выводы. Ни у одной из жертв в организме не было наркотиков, но они и не сопротивлялись. Секрет этого заключается в том, что помещение для мытья шампунем было заполнено воздухом с недостатком кислорода. Насыщенность воздуха кислородом ниже 18%. Если человек сделает один вдох при температуре ниже 10 градусов, он упадет в обморок. Этого можно легко добиться, используя немного сухого льда. Если бы Татамара вдохнул, он бы потерял сознание и утонул. Следующая подсказка заключалась в том, что все жертвы были мужчинами, у которых росли волосы. У них у всех были запланированы большие мероприятия, такие как вечеринки и встречи выпускников, на которых они, естественно, хотели хорошо выглядеть. Так что поход к парикмахеру имел смысл. Этот абсолютный гений человеческого существа затем еще больше сузил круг задач, решив, что это должен быть магазин, ориентированный на новых клиентов. Поэтому он сосредоточился на местах, где пересекались маршруты передвижения жертвы и куда можно было зайти. Место преступления также должно было находиться там, куда люди не могли заглянуть снаружи и где поблизости можно было достать сухой лед. Парикмахерская этого парня соответствовала всем критериям. Кимонохаши почти закончил хвастаться своим 1000% коэффициентом интеллекта, когда заявил, что профессия парикмахера предполагает общение с клиентами, чтобы убийца мог узнать все о своих жертвах. Чтобы использовать это против него, Кимонохаши и Тото переоделся в дорогую одежду и рассказал историю о том, как он добился больших успехов на фондовых рынках. Он заставил его сыграть именно ту роль состоятельного человека, которую предпочитает преступник. Убийца с ножницами в руках, который просто стоял там и слушал всю эту речь, только сейчас понял, что они полицейские, и попытался сбежать. Уголок детектива, парикмахер-псих, и он объясняет, что убивал людей ради денег. Тадемар был разочарован, услышав, что он убил 6 человек только из-за денег, поэтому парикмахер объясняет, что он совсем не чувствует себя виноватым, так как его облапошил богатый первый. У него огромные долги, но Кимонохаши это совершенно не волнует, и он потрясен завтрашним днем, когда приказывает парикмахеру спрыгнуть со здания. Он утверждает, что тот, кто обесценивает жизни других, не имеет права продолжать жить в этом мире, и приказывает ему прыгнуть снова. Тут Умору не может поверить в то, что он слышит, и мы видим, что что-то происходит с глазами Кимонохаши, что заставляет парикмахера согласиться сделать это. Тото беспокоится, что люди могут прислушаться к Кимонохаши, когда он выдвигает подобные безумные требования, и видит, что парикмахер действительно собирается это сделать. Кимонохаши корчится от боли, так что Таро остается только попытаться остановить этого человека. Кимонохаши, кажется, приходит в себя, и Тааму объясняет, что мужчина прыгнул. Кимонохаши совершенно вне себя, он восклицает, что сделал это снова, и жалеет, что доверился кому-то другому. Однако он шокирован, когда Татамару говорит ему перестать бормотать и помочь ему. Кимонохаши, безусловно, гений, но даже он не может поверить, что Тото смог спасти преступника. Кимонохаши задается вопросом, не рискнул ли Тото без каких-либо колебаний собственной жизнью, но потом понимает, что дело совсем не в этом. На самом деле все наоборот. Тото просто наивный дурачок, и его тело должно отреагировать раньше, чем включится разум. Тото хочет, чтобы он перестал разговаривать сам с собой как сумасшедший и помог ему, но в итоге Тото падает. Как раз перед тем, как сила тяжести может опустить Тумара на тротуар внизу, Канахаши спасает их обоих. Он с гордостью объявляет, что передумал и теперь чувствует, что возможности безграничны.
В его доме у Татамара чуть не отвисает челюсть, когда Кимонохаши рассказывает, что его недостаток на самом деле является болезнью, при которой он убивает виновного. Он объясняет, что у него нет осознанных воспоминаний о том, как он это делал, но, по-видимому, он всегда давит на преступников, доводя их до смерти. К тому времени, когда он приходит в себя, уже слишком поздно. Вот почему процент раскрытых им дел составляет поразительные 100%, но процент арестов безумно низкий 0%. Вот почему ему было запрещено выступать в роли детектива и почему он отстранился от расследований. Однако Тото покончил со своей позорной полосой, и теперь понятно, почему Кика отправили в завтра. Вакика, должно быть, понял, что Кимонохаси не нуждается в каком-то блестящем партнере рядом с ним. Все, что ему нужно, это чистый наивный дурак. Татамару понимает, что он и есть этот дурак, и Кимонохаси говорит ему, что они будут партнерами. Он говорит им, чтобы они передавали ему каждое дело, на которое они натыкаются. Кимонохаши объясняет, что он позволит Татамару взять всю ответственность на себя, так что с сегодняшнего дня он станет великим детективом. Если заглянуть в прошлое, то можно увидеть класс, полный шокированных учеников. Все они ахают от изумления, когда видят, что одному ученику удалось раскрыть дело. Это убийство было нераскрытым делом, и все говорили, что оно никогда не будет раскрыто. Все они сходятся во мнении, что новый ученик – невероятный человек, величайший из всех, кого когда-либо видела школа. И начинают удивляться, как он может понимать ход мыслей преступников. Этот подвиг был настолько невероятным, что профессор объясняет, что как только этот студент выпустится, это может положить конец нераскрытым делам по всему миру. Мы выяснили, что этим студентом был Кимонохаси. Он был польщен их похвалой и заявил, что посвятить себя профессии детектива было призванием его жизни. Возвращаясь к настоящему, Татамару идет навестить Кимонохаси и с удивлением видит, что некогда грустный депрессивный одиночка теперь с нетерпением ждет, каким будет их следующее дело. Он надеется на дело, которое заставит его сердце биться чаще, но на самом деле его нет. Эта плохая новость отправляет Кимонохаши прямиком на дно его лени, где он отчаянно бормочет что-то невнятное. Тото просит его говорить громче, что он и делает, но это только для того, чтобы назвать Тото бесполезным. Кимонохаши говорит ему, что он растрачивает впустую свою страсть к разгадыванию тайн и величайший талант, который Блу когда-либо видел. Он объясняет, что Блу – это выдающаяся в мире Академия подготовки детективов, и невероятные 100% лучших детективов закончили ее. Лучшим из них был Кимонохаси. У него были лучшие бомбардиры, и они говорили, что он был величайшим гением, когда-либо украшавшим школу. Это невероятно для завтрашнего дня, но Кимонохаши объясняет, что что-то пошло ужасно неправильно. Во время практических занятий все подозреваемые, за которыми Кимонохаши охотился, умерли, что поставило его под подозрение. Его исключили из Блю и запретили получать лицензию детектива. Лицензия детектива – это паспорт, необходимый для раскрытия самых сложных тайн. Без нее ему не разрешен доступ ни к одному делу, и если он нарушит правила, Синий накажет его смертью. Таому, сам по себе гений, указывает на то, что Кимонохаши просто расследовал дело, которое он только что раскрыл. Кимонохаши говорит, что это было неизбежно, но с этого момента на первый взгляд Тото будет вести расследование, в то время как он контролирует Тото из-за кулис. Тото нравится сама идея, но ему не нравится, что его контролируют. Кимонохаши приносит извинения за неудачный выбор слов и объясняет, что он хотел сказать, что Тото его марионетка. Все будет не так уж плохо, поскольку Кимонохаши заявляет, что все, что он будет делать, это скрывать свою личность, ходить с Тото на места преступлений и давать ему инструкции. Тото интересуется, не мог бы он просто сделать это по телефону, но Кимонохаши отказывается. Он хочет отдать дань уважения погибшим и лично встретиться с ними. Теоретически его план звучит великолепно, но Тото объясняет, что не он решает, кому передавать важные дела, а его босс Амая. Канахаши, который практически стал одним целым со своим любимым Полом Лени, мгновенно начинает творить свои гениальные детективные штучки на фотографии Амайи. На фотографии изображен Тото, так что это сделал не он. Причина, по которой никто из них не смотрит в камеру, заключается в том, что снимок был сделан тайно. Он прав, и Тото объясняет, что снимок ему прислал коллега, который сказал, что хочет, чтобы ММА-сэмпай наступила на него. Тото признается, что боится мисс Перманентный хмурый взгляд, и рассказывает о том, что произошло ранее в тот день. Было найдено тело, поэтому она приготовилась исследовать его, и всегда стремящаяся к завтрашнему дню попросила пойти с ними. Мисс никогда не улыбалась, но дала ему еще кое-что сделать и положила задание в его папку. Кимонохаши удивлен, услышав, что к Татамару относятся достаточно серьезно, чтобы иметь свою собственную папку, как и у других. Но Тото объясняет, что она просто заполнена случайными заданиями или делами низкого приоритета. Люди в тайне называют это мусорным ведром. Кимонохаши неожиданно произносит утешительные слова, когда заявляет, что однажды Татамара будет смеяться последним, но тут же все портит, когда он весело добавляет:
что однажды мусорщик будет править всем человечеством. Что касается сегодняшнего мусора, Тумара объясняет, что поступило сообщение о пропаже денег из копилки, и по какой-то ошибке они попали в первый отдел. Это то, что можно назвать совершенно невозможным преступлением, но Тумара предполагает, что Канахаши, похоже, не был бы заинтересован в этом. Кража мелочи. Тем не менее, он не может быть более неправым, поскольку в этом случае ему удивительным образом удается оторвать Кимоно Хаши от его верного пола лени. Кимоно Хаши мгновенно маскируется и объясняет, что обязанность раскрывать дела, от которых отказались все остальные, ложится на него, самого талантливого человека в истории Блю. Тот-то наступает на своего, казалось бы, мертвого кота, но Кимоно Хаши говорит ему, что тот просто спит. На месте происшествия Кимоно Хаши представляется как Каму из службы экстренной помощи Пигги Бэнк. Похоже, что тот-то не был проинформирован об этом, так как он взбесился и попросил Кимоно Хаши выбрать нормальное имя, потому что если его узнают, то он покойник. Как раз в этот момент Кимоно Хаши перепутал розовый чемодан с копилкой. Они знают, какой он большой, и домовладелица объясняет, что он принадлежит ее старшей сестре, которая только что вернулась домой. Она направляет их в гостиную, где мы обнаруживаем, что Кимоно Хаши слишком много знает о копилках. Он в восторге от этой модели, потому что у нее есть резиновый клапан, из которого совершенно невозможно вынуть монеты, неприступная свинья. Завтрашний день поражен его знаниями, но гениальный детектив рассказывает, что он просто воспользовался телефоном Тота, чтобы погуглить информацию. Поросенок не самый популярный цвет, и девочка объясняет, что это все, что осталось в ее местном магазине. Она начинает объяснять, что заметила, что он стал светлее, когда она вернулась домой накануне. Но Канахаши прерывает ее, когда он задевает свои усы, глядя на волосы ее старшей сестры. Драгоценности. Татамару задается вопросом, не пришел ли он только для того, чтобы помешать. Но Канахаши указывает на то, как странно, что вор не украл выставленные на всеобщее обозрение драгоценности. Это еще не все, что странно, поскольку девочка рассказывает, что в последнее время они получали много звонков без звука. Это невероятно проясняет ситуацию для Кимоно Хаши, что заставляет Тотал думать, что он раскрыл дело, но на самом деле он говорит, что сдался. Это потому, что неприступная копилка в запертом доме действительно совершенно невозможное преступление. Как раз в тот момент, когда Тотамароу в шоке наблюдает, как он поглощает неразбавленный черный сахарный сироп, появляется старшая сестра. Она объясняет, что была в гостях у своих родителей и думает, что ее младшей сестре просто померещилось. Тутумороу считает, что на самом деле она не предоставила никакой новой информации, поэтому Кимоно Хаши задается вопросом, не стоит ли им просто списать это на игру ума. Младшая сестра расстраивается, так как уверена, что ей ничего не померещилось, и восклицает, что свинья была тяжелой, как яйцо. Раньше это была железная статуя. Это именно то, что Кимоно Хаши хотел услышать, и заявляет, что если это так, то они должны вскрыть копилку. После того, как они это сделают, девочка будет уверена, что там было еще больше изменений, но точно сказать невозможно. Она собирается пересчитать их, но Кимоно Хаши мгновенно останавливает ее. Он объясняет, что тот отправит их на экспертизу для снятия отпечатков пальцев, и останавливает Тота, когда тот говорит, что пойдет прогуляться. Они встречаются позже, как раз в тот момент, когда Татамару говорят, что отпечатков пальцев младшей сестры не было ни на одной из монет. Таому потрясен, услышав, что Кимоно Хаши ожидал этого, но еще больше удивлен, обнаружив, что они находятся на месте преступления Мамии. Она напоминает Тотамаро, что он не должен был приходить, но Кимоно Хаши даже не обращается к ней и шокирует всех, когда появляется на месте преступления. Кимоно Хаши наконец обращается к ней, но только для того, чтобы спросить, что бы она сделала, если бы Татаморо раскрыл ее дело. Сердитая начальница разрешает ему попробовать, но объясняет, что если он не сможет сделать ее счастливой, то будет уволен. Кимоно Хаши удваивает свое шокирующее поведение, снова сближаясь с трупом. Он говорит, что рад наконец-то встретиться с ним и клянется отомстить за его смерть. Кимоно Хаши бросает сумку завтрашнему дню и говорит ему, что он проснулся. Несколько мгновений спустя Тотамару обращается ко всем и начинает с разгадки тайны копилки. А Мамия хочет, чтобы он просто пропустил эту часть, поскольку подобные мелкие дела не имеют никакого отношения к первому следственному отделу. Томару поражен, но Канахаши быстро отвечает, что это было дело из мусорного ведра первого следственного отдела. Татамару продолжает объяснять, что согласно результатам судебной экспертизы, на монетах в копилке есть отпечатки только старшей сестры. Старшая сестра предполагает, что это означает, что были украдены только те деньги, которые положила ее сестра. Но этого не может быть, поскольку вы не можете взять деньги и выйти, не разбив его. Тумара пытается ответить, но Кимоно Хаши успокаивает его и напоминает о маленьком подарке, который он получил от Тота во время поездки. Его походка. Тумара объясняет, что достать монеты, не разбив банку, невозможно, но полностью заменить сломанную монету нет. Все были шокированы, когда он объяснил, что монет внутри было меньше не потому, что их украли, а потому, что предыдущая банка была просто разбита. И чтобы скрыть это, кто-то купил новую и положил в нее другие монеты. Он обвиняет старшую сестру, но она указывает, что ей не нужно было бы скрывать что-то подобное, и она просто рассказала бы об этом своей младшей сестре. Тумара снова взволнован, но Кимоно Хаши указывает ему на то, что его голос начинает дрожать, и снова успокаивает его. Восстановленная Тумара объясняет, что причина, по которой она скрывает это, находится прямо там, на берегу реки. Он шокирует всех еще больше, когда заявляет, что это
это было убийство. Все действительно становится ясно, когда он объясняет, что этот мужчина преследовал ее, и именно он совершал беззвучные телефонные звонки. Однажды он дождался ее и загнал в ее собственную гостиную. Там была свинья-копилка, тяжелая как железная статуя, поэтому она ударила их и убила. Когда она это сделала, копилка разбилась вдребезги, и все монеты были залиты кровью. Чтобы скрыть свое преступление, она купила новую копилку и попыталась наполнить ее другими монетами. Вот почему на них остались только ее отпечатки. В конце концов, она принесла тело туда. Она воспользовалась чемоданом, который стоял в прихожей, чтобы перенести его. Учитывая его размеры, он слишком велик для того, чтобы просто переночевать у ее родителей. Мамия не может поверить, что эти две тайны связаны, пока не почувствует облегчение от того, что ему удалось все рассказать. Младшая сестра отказывается во все это верить, но старшая сестра не выдерживает чувства вины и признается во всем. Татамару пытается указать на то, что это была вина преследователя, но Амамия объясняет, что сокрытие убийства по-прежнему является законным преступлением. Прежде чем кто-либо успевает переварить то, что только что произошло, Кимонохаши шокирующе выходит вперед и велит старшей сестре пойти и утонуть. Он заявляет, что тот, кто убивает другого и скрывает это, не имеет права жить в этом мире. Чтобы завтрашний день был ошеломлен, увидев, что Канахаши занимается тем, что доводит преступников до смерти и делает это прямо на глазах у всех. Амамия странным образом восхищается тем, насколько круто то, что он делает. Но Тадимар спешит сказать всем, что он просто разговаривает сам с собой. Кимонохаши все еще находится в таком состоянии, когда он говорит ей утопиться в реке, и мы видим, что его глаза загипнотизировали ее. Она убегает, чтобы утопиться, а на ней кимоно, и она не может удержаться, чтобы не повторять слова «иди, утони» снова и снова. Амамия останавливает ее на мгновение, но девочка убегает. Старшая сестра повторяет те же слова и начинает топиться. Однако именно в этот момент наш импульсивный герой действует совершенно бездумно и ныряет вслед за ней. После напряженного момента девочка испытывает облегчение, увидев, что ее сестра в безопасности. Несколько мгновений спустя Кимонохаши возвращается к реальности, охваченный чувством вины, когда понимает, что в очередной раз заставил кого-то покончить с собой. Однако гениальному детективу удается найти некоторое облегчение, поскольку она в безопасности, и он должен поблагодарить за это Тота. Позже вечно раздраженный детектив объясняет Тотомору, что дело закрыто. Они нашли фрагменты копилки и волосы преследователя. Его кровь и принц тоже были в доме. Если они признают, что эти действия были совершены в целях самообороны, они могут принять этого внимания, поскольку она также выбросила его тело. Таоморо надеется, что они это сделают, но Амамия указывает, что есть более неотложные дела, и говорит Таоморо, что он и его друг нарушили правила. Таоморо ожидает, что она полностью взорвется от ярости, но когда он лжет и говорит ей, что его друга зовут Каму, она мгновенно меняет свое отношение. Позже Таоморо отправляется к Канахаши и шокирован, когда тот просит о следующем деле, от которого его сердце затрепещет. Он говорит, что просто пошутил, но становится ясно, что это не так, когда его тело полностью обмякает. Татамару не может отделаться от мысли, что Кимонохаши действительно странный. Он одержим расследованиями и ведет себя неразумно, поэтому Татамару больше никогда не захочет с ним работать. Кимонохаши берет себя в руки и говорит Тота, чтобы он держал голову высоко, потому что для наивного дурака он проделал невероятно хорошую работу. Тота принимает еще один двусмысленный комплимент и думает, что несмотря на все недостатки Кимонохаши, у Тота все еще есть часть его самого, которая надеется на еще один трудный день. Кейс. Часть, которая с нетерпением ждет выводов Кимонохаши и острых ощущений от разгадки тайны. Кимонохаши хочет отметить этот день особым событием и шокирует Тотал, когда заявляет, что именно в этот день родилась его кукла. В другом месте директора Блю Эмми спросили, помнит ли она человека по имени Кимонохаши. Конечно же, она помнит, потому что он был человеком, получившим самые высокие оценки за всю историю Блю. Ей сказали, что его подозревают в возобновлении работы детективом. Инструктор по маскировке задается вопросом, может ли это стать концом нераскрытых дел в том виде, в каком они известны в Японии. Но другой инструктор напоминает ему, что все виновные в расследовании, которым он занимался, умерли. Они все боятся, что Кимонохаши может привести к еще одной трагедии. Вот почему они исключили его из школы и, во-первых, запретили ему получать лицензию детектива. Решение принимает директор школы. Главная цель Блю заключается в обучении детективов, чтобы гарантировать, что правосудие никогда не будет омрачено злом, поэтому у них не может быть детектива, который убивает людей. По этой причине она приказывает провести расследование в отношении Кимонохаши, и инструктор по слежке с угрожающим видом вызвался добровольно это сделать. Директор школы очень ясно дает понять этому парню, который выглядит так, будто у него дурные намерения, что их цель не что иное, как проверка полученной информации. Она боится, что если они будут агитировать Кимонохаши, то это только даст ему возможность сбежать. Она просит инструктора по слежению воздерживаться от прямых контактов, насколько это возможно. Даже если он застукает его за выслеживанием, он должен сообщить об этом 1 числа. Кимонохаши находится в большой опасности, поскольку директор объясняет, что если они обнаружат, что он действует как детектив, они не могут допустить повторения еще одной трагедии. И он должен быть наказан по всей строгости закона, в наибольшей степени. Тем временем Татамара получает звонок и срочно отправляется в японскую версию Walmart с талисманом-кошкой. По глупости он ожидал чрезвычайной ситуации, но был шокирован, обнаружив, что Кимонохаши просто расстроен тем, что ему не разрешают открыть счет. А Кимонохаши просто хочет, чтобы кто-то заплатил за его вещи.
вещи. Татамару думал, что Сини охотится за жизнью Кимонохаши или что-то в этом роде, но Кимонохаши указывает, что все гораздо хуже. Жизнь его кошки под угрозой, если она не получит немного еды в свое брюхо. Тумару не может поверить, что Кимонохаши смог прожить так долго, не делая покупок для себя раньше, но Кимонохаши объясняет, что люди из соседних квартир приносят ему разные вещи. Им двоим выдают билет на розыгрыш, где им нужно крутануть колесо, чтобы выбрать свой приз. Кимонохаши, похоже, забывает о своем, вероятно, уже мертвом коте и по-настоящему увлекается игрой. Он думает, что им стоит поиграть в камень-ножницы-бумага, чтобы посмотреть, кто из них раскрутит эту штуку, но Тутумору просто позволяет ему это сделать. Тутумору не может быть менее восторженным, но лотерейщик может сказать, что Кимонохаши получит что-то стоящее, раз уж он рвется в бой. Кимонохаши дает делу хороший ход, и мужчина громко объявляет, что выиграл главный приз – отпуск на горячих источниках. Этот парень говорит, что это идеальный вариант для них двоих, так как это подарок для пары, но Тумару единственный, кто пытается его поправить. Кимонохаши решает, что он просто дважды поедет один, но это не так. У них нет другого выбора, кроме как пойти вместе. Кимонохаши регистрируется как Каму, а на завтра как наивный детектив, что очень не нравится Тота. Они уходят, но мы видим, что инструктор по слежению уже нашел его и теперь знает о каникулах на горячих источниках. По дороге туда их водитель дает им брошюру с описанием гостиницы и объясняет, как им повезло, ведь накануне шел проливной дождь. Он также рассказывает им очаровательную историю о том, как давным-давно осенние листья на горе окрасились в багровый цвет, и звали их Бенни. Один лорд увидел это отражение в горячем источнике, и именно так горячие источники Бенизоми получили свое название. Тутумору начинает менять свое мнение обо всем этом, поскольку в брошюре все выглядит очень красиво и расслабляюще. Однако Кимонохаши говорит водителю, что они выиграли билеты в дополнительное здание, и тон мужчины полностью меняется, когда он начинает рассыпаться в извинениях. Он дает им другую брошюру, предназначенную только для дополнительного здания, но Тотомао шокирован, увидев, что это просто какой-то нарисованный от руки хлам. Мужчина высаживает их возле пристройки и уходит быстрее, чем когда мой папа ходил за молоком. Они быстро понимают, почему, когда видят, что пристройка выглядит довольно запущенной, как будто тайфун обрушился только на это место. Их приветствуют владельцы гостиницы и их сотрудник с фиолетовыми волосами, который на самом деле является переодетым инструктором по трекингу. Парень, который выглядит так, будто вымыл голову виноградным соком, благодарит Тамару за службу в полиции. То завтра понятия не имеет, как он узнал о своей работе, и мужчина объясняет, что это произошло из-за обуви Татамару. Кожа на носках потерта, и это происходит только в том случае, если вы полностью выбились из сил. Единственные профессионалы, которые бегают в своих кожаных ботинках, это полицейские детективы, выслеживающие преступников. Татамару поражен его умозаключениями, но Кимонохаши не хочет, чтобы Тота был одурачен. Он объясняет, что когда речь заходит о профессионалах, бегающих в кожаной обуви, он указывает на то, что репортер может оказаться таким же вероятным кандидатом. Кимонохаши делает вывод о другом парне, поскольку он уверен, что знал, что Тота был полицейским, только потому, что именно это Кимонохаши указал в форме бронирования. Мы видим, что старый фиолетово-волосый действительно впечатлен, но он просто объясняет, что это маленький приветственный трюк, который ему нравится делать. Внутри мужчина объясняет, что баня открыта в любое время до 8 утра следующего дня, а ужин будет подан позже, в 7 вечера. Кимонохаши не может перестать делать выводы из всего происходящего и понимает, что раз ужин назначен на заранее установленное время, это должно означать, что другие гости уже здесь. И там тоже. Он, конечно же, прав, так как там еще 3 вечеринки. Эти двое направляются в комнату, и мы видим, что инструктор странно взволнован. Он поражен выводами Кимонохаши, поскольку это подтверждает, что это действительно он. Очень скоро после этого ребята наслаждаются купанием, но Кимонохаши хочет, чтобы оно было малиновым, как в рассказе водителя. Он рассказывает, что история водителя – это именно то, что они рассказывают публике, но есть еще и тайная легенда. Река там часто выходит из берегов, и это создает проблемы для жителей деревни. Гениальные жители деревни решили принести в жертву ей молодую девушку, и на следующий день паводковая вода сошла. Однако говорят, что в течение нескольких дней после этого река в Хот-Спринг была багровой. Татамару не верит в эту ужасающую историю, а Кимонохаши объясняет, что это было в брошюре ручной работы, которую им дал водитель. Именно в этот момент Татамару замечает, что татуировка Кимонохаши больше, чем он думал. Кимонохаши объясняет, что на самом деле это шрам. Однажды он получил травмы по всему телу, но это был единственный шрам, который остался. Это выглядит как цифра, и Кимонохаши говорит, что именно поэтому ему это так нравится. Это похоже на цифру 6, которая ассоциируется у него с его рождением. Чтобы помочь Тота понять, он сравнивает это с тем, что у Тота есть татуировка с изображением его бабушки, потому что он ее очень сильно любит. После этого они идут на ужин, где Татамару шокирован куском слизи, который заказал Кимонохаши. Кимонохаши должен объяснить этому некультурному простаку, что это рис, политый его любимым черным сахарным сиропом. Гений считает его источником своих умственных способностей и объясняет, что он также пьет черную кунжутную пасту, чтобы предотвратить анемию. Затем Кимонохаши переключает свое внимание на других гостей. Там есть пара, где нетерпеливый мужчина хочет, чтобы его жена восхитилась вкусным блюдом, и молодой человек в одиночестве. Кимонохаши, используя только 1% своей силы,
рассказывает, как им сказали, что всего там останавливались 4 группы, так что, похоже, кто-то еще не успел, чтобы прибыть. Однако Тота удивляется, когда Каманахаши говорит, что 5 человек – это просто идеальный вариант для того, что он задумал. И еще больше шокируется, когда узнает, что это настольная игра жизни. Игра в игру жизни на горячем источнике странным образом фигурирует в списке, который Каманахаши составил за время своего 5-летнего затворничества. Так что Татамару в ужасе от того, что еще может быть в этом списке. Каманахаши, как ни странно, хочет, чтобы все поиграли, но Татамару объясняет, что все еще едят. И указывает на то, что для людей более привычно играть в настольный теннис на горячих источниках. Каманахаши соглашается немного подождать с весельем, так что они вдвоем заканчивают трапезу. После этого они отправляются поиграть в настольный теннис, где Каманахаши находит старый свиток, в котором рассказывается тайная история малинового оттенка. Эта штука выглядит довольно жутко, и Каманахаши задается вопросом, действительно ли смерть молодой женщины сделала все воды красными. Они готовятся к своему матчу, но Каманахаши хочет повысить ставки и решает, что тот, кто проиграет, должен будет стать рабом победителя на всю жизнь. Каманахаши не просто гений, у него также есть мощная подача для пинг-понга, которую Тота в итоге отправляет прямо в окно. К сожалению, у них был только один такой мяч, поэтому они вышли на улицу, чтобы забрать его, но было слишком холодно, и его миссия провалилась. Каманахаши говорит, что он победил, так что Тота теперь его раб. Его первое задание – украсть нераскрытые дела из полицейского участка, но это невозможно. Затем мы видим, что 4-я группа опоздала к горячим источникам. Удивительно, но это генерал-суперинтендант полиции Амамия, но она совершила серьезную ошибку. После этого мальчики узнают, что Амамия выиграла 2-ю премию в Japan Mart и указывают ей на то, что она зашла в мужскую ванную. Она беспокоится, что Каму может подумать, что она извращенка, но ее смущение проходит, когда женщина в паре кричит, что хочет развестись из-за чего-то, что сказал ее муж. Он пытается сказать ей, что это была шутка, но она на это не купилась. Любопытная Амия кричит, что им не следует разводиться, но расстраивается, когда завтра задается вопросом, не сошла ли она с ума от пьянства. Она отправляется спать, и женщина немного успокаивается. Ее муж рекомендует ей принять ванну, поэтому она соглашается и извиняется за то, что кричала. Она оставляет его там, чтобы он просто расслабился, предоставляя нашему блестящему детективу прекрасную возможность спросить мужа, не хочет ли он поиграть в игру жизни. Мужчина соглашается, и Каманахаши спрашивает одинокого парня, не хочет ли он покончить со своей явно скучной жизнью. Тота просит его не быть грубым, но мальчик все равно соглашается поиграть. Проходит какое-то время, пока пурпурная голова старательно проверяет время, и мальчики вовсю играют в игру жизнь. Каманахаши на последнем месте, но он объясняет, что это только потому, что на этот раз он играет честно. Молодой одиночка объясняет, что он хотел бы, чтобы они действительно могли изменить свою жизнь таким образом, и то же самое делает парень со старым мечом и цепью. Уже довольно поздно, поэтому они решают покончить с этим и оставить женатому парню, у которого больше всего денег, убирать за собой, так как он богат. Они уходят, но что-то не так, и инструктор снова смотрит на свои часы. На следующее утро по всему помещению разносится крик. Одна из работниц сказала маме, что в женской бане лежит мертвая девочка. Все были шокированы, увидев в ванне багровые листья и мертвое тело. Это жена этого человека по имени Сатика, и ее муж пришел в шоке, так как думал, что она спит. По трупному окоченению Амая может сказать, что ее смерть наступила где-то между полуночью и 2 часами ночи. Если тебе показалось, что ее поход в ванну был шокирующим, Каманахаши-1 поднимает ее и подходит к трупу вплотную, как он всегда это делает, и обещает ему, что отомстит за это. Каманахаши отмечает, что на теле нет никаких видимых внешних повреждений, но что-то явно не так. А Мамая объясняет, что прошлой ночью там было не так уж много опавших листьев, и работник указывает на очевидное, поскольку малиновый слой на воде такой же, как в рассказе. Она думает, что это может быть проклятием. Каманахаши делает вид, что тоже удивляется этому, но объясняет, что детектив Тумара просто не может перестать сомневаться в людях. Он дает Тумара подсказку, как поступить, и Татамару сразу переходит в режим детектива. Он спрашивает, не было ли замечено чего-нибудь странного между полуночью и 2 часами ночи, но владелец объясняет, что гостиница маленькая, поэтому они по очереди дежурят в ночную смену. Судя по голове осьминога, прошлой ночью у него была ночная смена. Он присматривал за всеми, так что он может дать показания. Он указывает на то, что все они видели одно и то же. Только один человек вернулся в свою комнату до того, как жена ушла к себе. Все были шокированы, когда вспомнили, кто это был, и пурпурная голова посмотрел прямо на детектива Амамию. Остальные не могут отрицать, что она ушла, и начинают думать, что она и есть убийца. Однако наш блестящий детектив знает лучше и уверенно заявляет, что это была не она. Однако сейчас с ними находится кто-то другой. Остальные немного отодвинулись, так как она, очевидно, была единственной, кто остался в живых. Каманахаши указывает, что это правда, что Мима единственная, у кого есть сомнительное алиби, но она не может этого сделать. Он уверен в этом и планирует доказать это им прямо сейчас. Старик с фиолетовыми волосами бросает на него угрожающий взгляд и удивляется, что его шанс застать Каманахаши за расследованием появился так скоро. Он отличный инструктор по трекингу из Блю и мысленно заявляет, что с Каманахаши покончено. Он был шокирован,
шокирован, когда Кимонохаши признался, что все, что он только что говорил о раскрытии дела, на самом деле исходило от Татамару. Тота хотел бы, чтобы он не увлекался, но Кимонохаши удвоил усилия и устроил настоящее шоу. Он делает вид, будто Тота говорит ему, что у них уже есть все необходимые подсказки. В панике Тота едва может подобрать нужные слова и только издает судорожные звуки. Однако Кимонохати воспринимает эти звуки как подсказки к иллюстрации тайны Биназами и того, как вода стала красной от листьев. Все знакомы с тайной историей о девочке, которую принесли в жертву, все кроме Амайи. Все остальные видели это в такси по дороге туда, но Амайя не взяла такси, и Тумару кое-что понял. Кимонохаши делает вид, что он просто следует примеру Татамару и объясняет, что у Мамии даже не было возможности увидеть брошюру, поэтому она не знала этой истории. Следовательно, она не могла совершить убийство, чтобы воспроизвести эту историю. Именно поэтому она не является преступницей, и наш блестящий детектив позаботится о том, чтобы отдать должное Тутумору. Остальные убеждены в этом, поскольку эта история держится в секрете, и нет никакого другого способа, которым она могла бы узнать об этом. А Мамия вздыхает с облегчением, но голова кальмара разочарована тем, что Тумара на самом деле был тем, кто сделал все эти выводы. Затем Канахаши спрашивает Тумара, кто настоящий преступник, но он совершенно не был готов к этому. Кимонохаши просто делает вид, что Тумара еще не принял решение, и хочет выразить это каким-нибудь проклятием. Сотрудница говорит, что это могло произойти из-за того, что она увидела странный белый туман, поднимающийся от реки сразу после обеда. Она подумала, что это мог быть дух, и Канахаши позвал Татамару. Тота думает, что он хочет показать ему ключ к разгадке, который, несомненно, поможет раскрыть это дело, но Канахаши только что нашел мячик для пинг-понга. Татамар хочет, чтобы он сосредоточился, но Канахаши просто хочет найти что-нибудь, чтобы достать мячик для пинг-понга. Они удивляются, увидев случайный коврик для ванны, и все равно все, о чем может думать наш гениальный детектив, это сможет ли он дотянуться до его драгоценного мячика для пинг-понга. А Мамия прерывает их, и Мара уверена, что она собирается накричать на него. Однако она неожиданно благодарит его за помощь, но совершенно очевидно, что ее тело физически отказывается благодарить его, так как кажется, что ее голова вот-вот взорвется. Она не может продолжать расследование самостоятельно из-за сомнений, поэтому она оставляет все остальное на завтра. Тота невероятно польщен, но она напоминает ему, что не ждет от него ничего хорошего, просто он здесь единственный. А Мамия говорит, что у нее все шло не так, как надо, и все началось с того, что она зашла не в ту ванну. Это заставило Кимонохаши кое-что понять, и он похвалил ее за хорошую работу. Он сказал ей, что на самом деле она не ошиблась в ту ночь, но рис Шерлока подействовал сильнее, чем дротик с транквилизатором, и она потеряла сознание. Прибывает полиция, и фиолетово-глазый очкарик бросает на нашего мальчика неодобрительный взгляд, прежде чем они все расходятся по своим комнатам. Инструктор по трекингу заходит в комнату рядом с комнатой Кимонохаши и планирует что-то хитрое. В какой-то момент, когда копы делают свое дело, мы видим, что голова кальмара пытается подслушать Кимонохаши через стену с помощью шумоусиливающего устройства. Прибывает Татамар и объясняет Канахаши, что согласно медицинскому заключению причиной смерти стала сердечная недостаточность. По словам ее мужа, у нее долгое время были проблемы с сердцем. С фиолетовыми волосами и самыми тонкими бровями, которые вы когда-либо видели, она внимательно слушает и отчаянно ждет, когда Куманхаши скажет что-нибудь, что докажет, что он занимается расследованием, которого, казалось бы, все раздражает. Кимонохаши говорит, что на стене есть гусеница, и хорошенько бьет ее, полностью взрывая уши инструктора. Тота указывает, что никакого жука там не было, а Кимонохаши говорит, что, конечно, его там не было, он бы все равно никогда не убил жука. Татамару снова становится серьезным и объясняет, что ему сказали, что сердечная недостаточность вызвана разницей температур внутри и снаружи. Это был тепловой удар. Это именно то, чего ожидал Канахаши. Он утверждает, что теперь все сходится, и сообщает Тумаро, что он проснулся. Все снова собираются вместе, и Тумаро заявляет, что теперь с благословения полиции он раскроет это дело. Он говорит, что это определенно было убийство, и человек, который его совершил, сейчас находится там. Тумаро сразу переходит к делу, указывая на то, что убийца должен был знать, что у жертвы слабое сердце, поэтому это должен был быть муж. Он признает, что знал о ее состоянии, поскольку был ее мужем и все такое, но говорит, что ему и в голову не пришло бы причинить вред своей жене. Кроме того, он указывает, что в момент ее смерти находился в гостиной вместе со всеми остальными. Татамаро признает это, но обвиняет его в том, что он был с ними только для того, чтобы у него было алиби. Однако его настоящей целью было устроить очень хитрую ловушку, чтобы заманить свою жену на верную смерть. Затем он продемонстрировал, как муж оставил коврик для ванны, закрывающий вход в ванну, чтобы создать ловушку. А Мамия яростно указывает, что никто бы не попался в такую глупую ловушку, но Татамару показывает, что без очков у жены было действительно плохое зрение. Коврика для ванны было более чем достаточно, чтобы обмануть слепую летучую мышь, и из-за ловушки она упала в ванну. В такой ванне она никогда не перестанет отмокать. Работник указывает, что на самом деле ее убил тепловой удар, и простого падения в воду недостаточно, чтобы остановить сердце. Татамару соглашается, но затем рассказывает, что в тот момент ванна была наполнена не теплой водой, а ледяной. Это шокирует, так как это свободно текущий горячий источник. Поэтому Татамару поручает своему помощнику Камонохаши достать что-то, от чего муж трясется в ботинках. Это водосточный желоб, который он нашел выброшенным в реку. Муж знал, что между рекой и ванной есть перепад высот,
поэтому он использовал два водосточных желоба. Один из них отводил воду вверх по течению в ванну. Затем, направив горячую воду из ванны в реку, он смог создать ледяной источник. Это также объясняет белый туман, который видел рабочий. Это был не бодрящий спирт, а просто старая добрая наука, поскольку он образовался из пара от горячей воды, попадающей в ванну. Холодная река. Единственная загвоздка в плане мужа заключалась в том, что опавшие листья, оставшиеся в реке после проливных дождей 2 дня назад, попали в горячий источник. Он не мог выбрать каждый из них по отдельности, поэтому решил воспользоваться тайной легендой. Он удвоил количество опавших листьев, добавив еще больше, и постарался, чтобы это выглядело как проклятие, принесенное в жертву женщины. Муж прибегает к своей последней защите и напоминает всем, что она умерла в женской бане. Мужчина не смог бы пробраться туда достаточно долго, чтобы все это устроить. У Татамору есть ответ и на этот вопрос. Если бы муж знал, что никто не придет, то это не было бы проблемой. За ужином муж случайно услышал, что Тота и Кимонохаши собирались поиграть в настольный теннис, поэтому он знал, что в мужской бане никого не будет. На какое-то время. Он воспользовался этой возможностью, чтобы поменять занавески, разделяющие мужскую и женскую бани, чтобы отправить дам в мужскую баню, гарантируя, что женская баня будет в его полном распоряжении. Это также объясняет, почему Амамия зашел в мужскую ванную. Их матч по настольному теннису закончился быстрее, чем ожидал муж, поэтому они отправились в ванную, прежде чем он успел задернуть занавески, и она застала их врасплох. Муж не может поверить, что его обвиняют, и указывает на отсутствие доказательств. Конечно, у Тардемароу есть ответ на это, а также он говорит, что если они проверят шторы, то он уверен, все равно найдут отпечатки пальцев мужа. У этих отпечатков нет причин там находиться. Он должен был пользоваться только мужской ванной, так почему же его отпечатки должны быть на карнизе для женских штор? Тут Умору просит его объяснить, как ему выбраться из этой ситуации, но мужчина не может и говорит, что ему поставили мат. Тут Умору просто рад, что у него все получилось, и муж поворачивается к работнику, чтобы извиниться за неудачу. Она потрясена, увидев, что он действительно покончил со своей женой, но мужчина объясняет, что сделал это ради нее, так как она всегда говорила, что его жена стоит у нее на пути. А Майя боится, что он ведет низменный образ жизни с тех пор, как позволил темной силе своей простоты управлять им и заставил покончить с собственной женой из-за интрижки. Все спорят, но затем шокированы, когда обычно очень спокойный Тумара громко кричит, что этот человек покончил с собственной женой. У этого человека не осталось слов, и его увели. Тумара задается вопросом, где Камонохаси, и отправляется на его поиски после того, как видит что-то странное. Тота проверяет лес, и его вызывает инструктор Кальмар. Тота с трудом узнает его после того, как он засветился, и мужчина объясняет, что Канахаши только просыпается. То завтра был потрясен, обнаружив Канахаши привязанным к дереву. Канахаши подумал, что он просто оказался в горячем источнике, наполненном черным сахарным сиропом, так что то завтра должен объяснить любителю сахара, что ему это просто приснилось. Пурпурноголовый наконец-то представился инструктором синего по трекингу по имени Спитсфайр. Он рассказал, что пришел выяснить, действительно ли Кимонохаши выступал в роли детектива. Кимонохаши издевается над Шпицем, рассказывая, что заметил его на обратном пути в магазин, когда они выиграли в лотерею. Кимоноха Саши уверенно заявляет, что он ничего не делал, а Тумара был тем, кто раскрыл это дело. Шпиц называет его лжецом и весело говорит, что такой дурак, как Тумара, который даже не заметил его, не смог бы сделать таких блестящих выводов. Гордость Тумара задета, и Кимонохаши просит Шпица показать ему какие-нибудь доказательства. У Шпица, конечно, их нет, но он говорит, что они ему и не нужны, так как он уверен, что это были удивительные выводы Кимонохаши. Кимонохаши действительно начинает злиться на этого парня. Он говорит, что Шпицбат не только специализируется на слежке, но и нелогичен, и Кимонохаши действительно начинает злиться на парня. Интересно, как он стал инструктором. Вдобавок ко всему, он еще и ужасный похититель, просто связал его в лесу, чтобы все могли увидеть средь бела дня. И Кимонохаси задается вопросом, насколько плохи инструкторы в наши дни. Шпиц, похоже, не понимает ситуации, говорит Кимонохаши, что если он признается в расследовании, то попросит смягчить наказание. Кимонохаши указывает, что у Шпица определенно нет полномочий для этого, и начинает делать свои гениальные выводы. Он указывает на то, что если бы Шпиц был там только для того, чтобы посмотреть, проводит ли он расследование, ему не нужно было бы маскироваться под работника гостиницы. Однако Шпицу все равно пришлось пройти через все трудности, работая под прикрытием и взаимодействуя с ними. Если бы он был там только для того, чтобы наблюдать, это было бы очень неразумно. Он не только подставляет себя под удар своей цели, но и всегда есть вероятность, что они могут сбежать. Учитывая предыдущую угрозу Шпица, его манеру выражаться и его нетерпение, наш большой мозг, гений с миллионным IQ, делает вывод, что здесь замешано что-то еще. И это личное дело каждого. Шпиц либо заключил с кем-то пари о том, что он будет заниматься расследованием, либо ему угрожали. Кимонохаши освобождается и задается вопросом, есть ли какая-то третья причина. Возможно, Шпицу нужны его способности. Шпиц уже достаточно натерпелся от всех этих выводов и признает, что потерпел полное поражение. Он отчаянно умоляет Кимонохаси одолжить ему свои навыки. Он объясняет, что отточил свои навыки выслеживания только для того, чтобы стать инструктором в Блю, чтобы найти лучшего детектива, который смог бы раскрыть тайну его пропавшей семьи. К сожалению, там никто не смог ему помочь, и все, к кому он обращался, думали, что только Кимонохаши сможет раскрыть это дело. Шпиц в восторге от того, что ему удалось подтвердить, что Канахаши именно тот детектив, которого он всегда искал, но Канахаши отказывается помогать. Канахаши указывает, что Шпиц инструктор в Блю. Он даже не знает его, так что только дурак мог бы ему доверять. Шпиц объясняет, что он довольно
хороший парень, и теперь он чувствует себя по-настоящему близким к Кимонохаши после того, как так долго изучал его. Шпиц полон решимости доказать, что ему можно доверять, и заявляет, что он пойдет и скажет своему начальству, что Кимонохаши не занимается никакой детективной работой. Он говорит, что поможет Канахаши и в его детективной работе, но Канахаши напоминает ему, что это касается завтрашней детективной работы. Шпиц показывает, что он его фанат, предлагая Канахаши счастливую шубку. Канахаши снова отвергает этого чувака, пока завтра не скажет ему, что Шпиц не похож на плохого парня. Он хочет, чтобы Канахаши выслушал его, поэтому Шпиц говорит Тото, что хотя он и не очень умный, у него определенно есть сердце. Он поздравляет Тото с раскрытием дела и уходит, сказав им, что он всегда готов помочь, если им когда-нибудь понадобится следопыт. Он убегает, как Человек-паук, заявляя, что обязательно заслужит доверие Кимонохаши. Кимонохаши явно собирается отказать ему, но признает, что умение плеваться могло бы помочь в раскрытии будущих тайн. Кимонохаши заинтригован делом о пропавшей семье, но он объясняет, что просто не может доверять Пурпурной голове, и если он предаст его, ему конец. Однако Кимонохаши доверяет завтрашнему решению суда, а Тото сказал, что он хороший человек. Тото считает, что это оказывает на него слишком большое давление, но Кимонохаши говорит, что им просто нужно посмотреть, заслуживает ли он доверия или нет. Как и во всем остальном, у Кимонохаши есть план, и он шокирует Тото, когда объясняет, что будет просто плеваться, пока не упадет. Татамару знает, что Кимонохаши неплохой парень, так как он никогда не видел, чтобы тот бросал кого-то, попавшего в беду. Тут Умору благодарит его за помощь в расследовании убийства Амаи, но он говорит, что просто выполнял свой долг. Однако в следующей сцене видно, как парень с угрожающей улыбкой заглядывает в свой холодильник. Некоторое время спустя Татамару сообщают, что происходит серийное убийство и будет проведено совместное расследование. Он потрясен, узнав, что в Кавасеми приедет какой-то суперопытный детектив, которого они называют Игл. Фанаты Татамару поддерживают его уже второй раз, когда он отмечает, что у этого великого Кавасеми есть шанс стать генеральным суперинтендантом в свои 20 с небольшим. Это расстраивает Амамию, так как она тоже стремится стать генеральным суперинтендантом полиции. Затем она неожиданно сообщает, что Тутумору будет руководить совместной операцией, но грубая начальница бормочет себе под нос, что это только потому, что она никогда бы не одолжила Кавасеми кого-либо из своих лучших людей. Приезжает Кавасеми, и мы видим, насколько этот парень безумен. Он с помощью пинцета ходит по комнате и рассказывает всем об их недостатках. У одного парня слишком длинные ногти, у другого отвалилась пуговица, а у кого-то на очках остались отпечатки его пальцев. Кавасеми никого не щадит во время инспекции и даже выдергивает волосы с лица парня. Он заканчивает группу и заявляет, что Хаас – враг работы. Татамару был поражен, а Мамия кажется раздражена, когда она указывает, что ни одна вещь не может пройти мимо внимательных проверок Кавасеми. Мы узнали, что у нее были небольшие отношения с этим парнем, но это закончилось, когда они перестали работать в одном месте много лет назад. Затем Кавасеми переключил свое внимание на Татамару, так что Татамару нервно готовится к самой серьезной проверке в своей жизни. Проверка Кавасеми жестока, поскольку он на основании своего многолетнего опыта пришел к выводу, что Турма настолько не подходит на роль детектива, что это трагично. И у него нулевые способности. А Майя и Кавасеми просто смотрели друг на друга добрых 2 секунды, и он наконец указывает, что есть небольшая разница. Пыль у нее на плече. А Майя, однако, не несет никакой глупой чепухи. Эта безжалостная начальница блокирует свой маленький инспекционный пинцет и предупреждает парня, которого она называет подонком, что если он хотя бы попытается прикоснуться к ней, она перережет ему горло. Инструмент Кавасеми полностью разбит, поэтому он обращается к своему верному партнеру Ямане, чтобы тот дал ему новый набор. Кавасеми хвалит Ямане как свою правую руку, а скромный парень просто говорит, что рад работать с величайшим детективом в истории. А Мамия объясняет, что завтра будет человек, которого она пошлет для совместного расследования, и нашего мальчика поджаривают, пока они обсуждают, как это сделать. Она делает это только для того, чтобы досадить Кавасеми. Кавасеми просто ведет себя так, будто не может даже подумать о завтрашнем дне, а Мамия указывает на то, что Тота должна начать ценить ее как босса, поскольку, по крайней мере, она признает его существование. На месте преступления мы узнаем, что водитель грузовика обнаружил тело мертвого человека в своем грузе. Тамару прибывает и с ужасом видит, что у жертвы были отрезаны руки. Тамару пытается сотрудничать с другими детективами, но в итоге его полностью игнорируют, как будто его на самом деле не существует. Он понимает, что, вероятно, является лишь помехой для такого великого человека, как Кавасеми, но наш мальчик отказывается просто стоять в стороне и наблюдать. Это придает ему уверенности, но он не знает, что теперь делать. К счастью, Канахаши появляется из ниоткуда, искусно замаскировавшись. Татамару отмечает, что никто не просит его о помощи, но Канахаши знает, что Тота был в растерянности, потому что он всегда хлопает губами, когда думает о том, чтобы помочь. Он сам, так что его легко прочитать. Кимоно Хаши знакомит всех со своим присутствием и объясняет, что он консультант по всем вопросам, связанным с рукой. Затем он шокирующе представляется как Такамомо Кимами, великий мастер ручных кукол. Его визитка выглядит вполне правдоподобно, и Кавасеми предполагает, что его прислал Амамия. Но Кавасеми не хочет, чтобы какой-то случайный гражданский встал у него на пути. Кимоно Хаши уверяет его, что он не просто какой-то гражданский, и просит Кавасеми не сдерживаться, поскольку ему явно есть что сказать. Кавасеми тут же достает пинцет, чтобы проверить, насколько точны ручные куклы Кимоно Хаши, и с удивлением обнаруживает, что они довольно реалистичны. Кимоно Хаши объясняет, что он настоял на том, чтобы изготовитель куклы изменил материал,
потому что он тоже любит точность. Очевидно, Кавасеми впечатлен, потому что он позволяет Кимонохаши сопровождать его. Кимонохаши тоже впечатлен, так что Татамару объясняет, что Кавасами великий орлиный глаз, потому что он видит все насквозь в одно мгновение. Восхищение Кимонохаши мгновенно превращается в соревновательный гнев, когда он разбивает лицо своей бедной марионетки. И он заявляет, что несмотря ни на что, они должны поймать преступника первым. Татамару говорит, что это будет невозможно, потому что они ничего не рассказывают ему об этом деле, но Кимонохаши решает перейти прямо к делу. Источник. Ямане объясняет, что это дело расследуется по той же схеме, что и 3 других убийства. Преступник убивает своих жертв одним ударом в сердце, а затем по какой-то причине отрубает им руки и забирает их с собой. Это довольно жуткая штука, поэтому его называют коллекционером рук. Куклы считают, что это довольно крутое название, а Кимонохаши очень взволнован этим ужасающим делом, которое не смог раскрыть даже великий орлиный глаз. Ямане объясняет, что он и его удивительный напарник Кавасеми неофициально допрашивали одного из своих подозреваемых накануне вечером. Они были уверены, что этот человек был коллекционером ручной работы, но он устроил настоящую драку и скрылся на заброшенной фабрике. В здании было только 2 входа и выхода, поэтому они разделились, чтобы поймать парня. Ямане нашел преступника первым и сумел надеть на него наручники. Ямане не решается рассказать остальную часть истории, поэтому появляется Кавасеми и сообщает, что преступнику удалось избавиться от Ямане. Кавасеми появился сразу после этого, и преступник бросился на него. Кавасеми признался, что не смог остановить этого парня, поэтому именно он должен закрыть дело. Тумору указывает на то, что они уже знают, как выглядит преступник, так что пройдет совсем немного времени, прежде чем парень будет пойман. Это правда, но Кавасеми раскрывает одну большую проблему. Человек, которого они считали собирателем рук прошлой ночью, теперь является безруким трупом, сидящим перед ними. Наши ребята в шоке, и Кимонохаши приходит к выводу, что настоящий собиратель рук все еще должен быть где-то там. Затем он совершает ту безумную вещь, которую он делает. Он болтает об этом с трупом. Он обращает внимание на то, что парень был легко одет, учитывая, насколько холодно было на улице, и приходит к выводу, что он, должно быть, умер в отапливаемом помещении. Затем Хаши в кимоно замечает крошечную татуировку и ошибочно предполагает, что это кусочек ламинарии. Ямане быстро объясняет, что на самом деле это птица, и говорит, что он увидел ее, когда надевал наручники на парня. Кимонохаши очень беспокоится из-за чего-то срочного, но весело говорит, что просто не может снять кукол. Кавасеми разочарован, увидев, что кукловод ничего не добился, запрыгнув в грузовик, и говорит ему просто ехать домой, так как у него нет времени на игры. После этого Тумару пытается помочь ему снять куклу, но недоумевает, почему Канахаши занял первое место. Затем Канахаши слегка улыбается, легко отпуская куклу, и Татамару летит в Ямане. Кавасеми ругает Тота за хаас, но Канахаши кричит, какой удивительный Татамару. Он утверждает, что все именно так, как кто-то и предсказывал. Теперь совершенно ясно, что Кавасеми лжет. Канахаши использует этот момент, чтобы объяснить, что Кавасеми не будет тем, кто раскроет это дело. Это будет чистый наивный дурак, детектив Тотамаро. Конечно, Кавасеми расстроен обвинением и попросил прийти завтра за доказательствами. Кимонохаши объясняет, что Тотамару специально врезался в них, чтобы посмотреть, как быстро отреагирует Кавасеми, и Кавасеми не разочаровал его, так как легко увернулся от него. Затем Канахаши указывает на то, что с такими исключительными рефлексами и физической ловкостью преступник в наручниках ни за что не смог бы пройти мимо Кавасеми. Кавасеми потрясен, услышав, что Тео намеренно бросился на него, и теперь понимает, что он подчиненный Амами, о котором он слышал. Тот самый. В последнее время они блестяще раскрывают дела. Кавасеми признается во лжи и объясняет, что Ямами действительно надел наручники на преступника, но на самом деле именно он позволил ему скрыться. Кавасеми даже не присутствовал при этом. Кимонохаши хочет знать, почему он солгал, поэтому Кавасеми странным образом начинает свое объяснение с того, что в тот день у Яманы не хватало пуговицы на рукаве. Яманы, выдающиеся подчиненные, но гротескные серийные убийства, серьезно сказались на его психическом здоровье. Из-за этого Яманы допустил ошибку, когда давление было самым высоким в самый ответственный момент. Кавасеми объясняет, что он был полностью осведомлен о психическом состоянии своего подчиненного, но не смог дать ему надлежащих указаний. По этой причине он взял на себя всю ответственность. Именно поэтому он прикрыл Яманы и сказал, что именно он позволил преступнику скрыться. Яманы чувствует сильную вину и просит прощения. Маленькая надоедливая марионетка Кимонохаши снимает напряжение и указывает на то, что у Яманы снова не хватает пуговицы на рукаве. Ямане осознает это и совершенно теряет рассудок. Он лихорадочно ищет его как маньяк и решает, что оно должно быть отвалилось, когда Тотамару столкнулся с ним. Его отчаянные поиски продолжаются, но кукла-утка показывает, что он нашел его, и это дало ему дар видения в качестве его нового глаза. Ямане чувствует облегчение, восклицая, что по крайней мере на этот раз ему удалось что-то найти. Кимонохаши странным образом благодарит его за эти слова и добавляет, что мы осознаем самое важное только после того, как оно исчезнет. Затем он звонит по телефону до завтрашнего дня и потрясен, узнав, что это шпиц. Кимонохаши попросила шпица разобраться в куче вещей, и шпиц обнаружил, что тело в грузовике принадлежит парню по имени Миноро. Шпиц сейчас у него дома и говорит, что это нереально. Если бы проводились мировые соревнования
соревнования по одержимости руками, этот парень представлял бы Японию и гарантированно занял бы первое место. Этот парень даже хранил свою коллекцию в холодильнике. Рук хватило бы на 3 человек. Это доказывает, что мужчина в грузовике действительно коллекционирует руки. Кавасеми очень интересно, что же все-таки это было, но Таому затрудняется объяснить. К счастью, Кимонохаси поливает Таому своим восхитительным черным сахарным сиропом, чтобы снять напряжение и отвести Таому привести себя в порядок. Однако, уходя, Кимонохаси шокирующе рассказывает Кавасеми, что когда они вернутся, Таому сказал, что он раскроет это дело, и утка велит ему поискать, с нетерпением жду этого. В туалете Кимонохаши молча все объясняет, а Таому проявляет огромную решимость. Когда они возвращаются, Кавасеми снисходительно заявляет, что он отнесется с юмором к бессмысленному бреду детектива-новичка. Туамору говорит, что парень, который говорил по телефону, был офицером полиции, так что парень в грузовике определенно коллекционер. Однако Ямане быстро замечает, что у парня тоже отсутствуют руки. Тотамароу говорит, что это было сделано для того, чтобы заставить их думать, что есть еще один коллекционер рук, и это работа подражателя. Кавасеми и так все прекрасно понимает, поэтому он хочет знать, зачем кому-то понадобилось проходить через все трудности, имитируя такое жестокое убийство. Татёмао действительно опускает молоток, когда выясняется, что преступник никого не убивал. Настоящий коллекционер рук, который находится в грузовике, только что покончил с собой. Коллекционер рук ударил себя ножом в сердце, забрызгав кровью рукава своей куртки. Чтобы его смерть выглядела как убийство, кто-то снял и спрятал его куртку. Вот почему казалось, что он был одет так легко. Причина, по которой он покончил с собой, заключалась в том, что как только он был загнан в угол 2 детективами, у серийного убийцы не было другого выбора, кроме как смириться со своей судьбой. Кавасеми, великий детектив, полностью потрясен и понимает, что если все это правда, то парень покончил с собой на заброшенной фабрике. Затем он приходит в ужас, указывая на то, что он и Ямане были там единственными людьми, и это может означать только одно. Тотамароу говорит, что это именно так, и показывает, что человек, о котором идет речь, был первым человеком, который нашел коллекционера рук после того, как он покончил с собой. А это Ямане. Ямане пытается это отрицать, но Тотамару действительно переходит в режим детектива. Он указывает на то, что ночью на фабрике должно быть стояла кромешная тьма, так что разглядеть что-либо было невозможно. Тотамару также говорит, что татуировку коллекционера на руке очень трудно разглядеть, во-первых, и спрашивает, как Ямане сразу понял, что это птица. Ямане все еще отчаянно пытается отрицать это, так что теперь Тота показывает, что Ямане скрывает что-то еще и не может заставить себя рассказать Кавасеми. Тота выкладывает все на чистоту и шокирующе сообщает, что Ямане потерял свои наручники. Он смог определить это, когда заметил, что после того, как Ямане потерял свою пуговицу у них на глазах, он запаниковал и сказал, что на этот раз я нашел ее. Другими словами, он уже потерял что-то важное для него. Что-то, что может поставить под угрозу честность полиции. Вот почему Ямане был так взвинчен в тот день. Так вот, когда он узнал, что коллекционер рук покончил с собой, ему в голову пришла идея. Чтобы создать впечатление, что коллекционер рук сбежал после того, как он надел на него наручники, он спрятал его тело. Затем он отрубил себе руки. Таким образом, когда тело будет найдено без рук, это будет выглядеть так, будто коллекционер рук забрал наручники вместе с руками. Никто никогда не узнает, что Ямане их потерял. Кавасаки мгновенно встает на защиту Ямане, говоря, что он никогда бы так не поступил, но Таамару останавливает его и объясняет, что он сам является частью проблемы. Очевидно, насколько Кавасеми ценит Ямане, но давление от того, что его ценит такой чопорный перфекционист, означало, что Ямане не мог позволить себе быть хоть немного далеким от идеала. Кавасеми на самом деле потерял дар речи, и Ямане отчаянно извиняется за то, что оставил пятно на карьере Кавасеми. Ямане полностью сломлен и объясняет, что ответственность была слишком велика для него. Он не смог оправдать своих ожиданий. Кавасеми объясняет, что будет трудно восстановить его в должности офицера полиции. Однако он не ужасный человек и говорит, что пока у Ямане есть желание, он будет ждать возвращения своего напарника. После того, как Ямане увезли, Кавасами указывает, что нет необходимости, чтобы оба члена команды были полицейскими. И используют наши мальчики, которые только что разгадали загадку, в качестве примера. Они в шоке, и Кавасами напоминает им, что не стоит недооценивать его глаза. Он говорит завтрашнему дню, что точно так же, как он нуждался в Ямане, кукловоду нужно, чтобы завтра он полностью использовал свои способности. Канахаши впечатлен этим моментом, но Тота вмешивается, чтобы указать на то, в каком беспорядке Кимонохаши без него, и они стали немного больше. Кавасеми наблюдает за ними впечатленный Тарамару и думает о том, что у Мамии в руках хороший детектив. Некоторое время спустя Тарамару отправляется навестить Кимонохаси, но находит его в ужасном состоянии с налитыми кровью глазами. Канахаси жаждет новой миссии, но пристрастился к телевидению, в частности к одному шоу под названием «Экстрасенсорные способности. Факт или вымысел». Затем мы смотрим прямую трансляцию этого шоу, ведущую которого ведет женщина по имени Ано. В этом шоу экстрасенс и нейрохирург встречаются лицом к лицу в попытке проверить свои экстрасенсорные способности. Тот, кто демонстрирует их силу, знаменитый экстрасенс по имени Тарадж, а противостоит ему гениальный нейрохирург Мофу. Эта девочка крепко спит и до завтрашнего дня гадает, серьезно ли она ранена из-за всех этих повязок. Мофу объясняет, что она просто резала яблоко, но нож выскользнул у нее из рук и нанес серьезный ущерб.
Кимона Хаши объясняет, что эта девочка очень странная, но наблюдать за ней очень весело. Конечно, Тамаре интересно, действительно ли она хороший нейрохирург, поэтому Кимона Хаши объясняет, что ее процедуры очень точны, и она считается супердоктором. Однако она оказывается очень неуклюжей, так как зрители разражаются смехом, когда она случайно прижимает микрофон к лицу. Толпа восхищается, когда Тараджи объясняет, что он продемонстрирует, как он может управлять чьим-то сознанием с помощью простого письма, и Кимона Хаши подбадривает его. Тот удивлен, увидев, что он верит в экстрасенсорные способности, но на самом деле это не так. Кимона Хаши просто думает, что раскрывать преступление было бы намного веселее и сложнее, если бы это было на самом деле. Тарадж планирует заставить кого-то совершить действие против его собственной воли, и он делает это, предлагая сначала заплатить кому-то $10 с нулем, если они смогут сопротивляться тому, что он им скажет. Они надевают наушники на волонтера из толпы, и Тарадж пишет слово «прыжок» на карточке. Как только мужчина видит это слово, его тело начинает действовать само по себе, и он начинает прыгать. Толпа взрывается аплодисментами, и Тора показывает мужчине следующую карточку с надписью «Беги». Мужчина начинает бегать против своей воли, удивляя всех и заставляя задуматься, действительно ли Тарадж обладает экстрасенсорными способностями. Кимона Хаши блестящий гений, поскольку он кое-что заметил, и ему интересно, заметил ли это нейрохирург. Входит Мофу и рассказывает, что она использовала дремоту, чтобы проследить за походкой добровольца. Походка этого добровольца идентична походке предыдущего добровольца, который был у экстрасенса. Поэтому она определяет, что этот так называемый доброволец на самом деле является растением. На самом деле он был выбран не случайно, и это тот же самый субъект, которого экстрасенс показывал в прошлый раз. Все это было инсценировано, и она показывает всем доказательства на своем сломанном телефоне. Тарадж говорит, что все это ложные обвинения, и начинает писать слово, которое докажет, что он не работает вместе с волонтером. Тарадж пишет на карточке слово «смерть», означающее, что парню придется умереть, если он прочтет это. Все поражены, но Мофу не верит в экстрасенсорные способности и уверен, что это не лишит его жизни. Тора показывает мужчине карту, и тот мгновенно теряет сознание, приводя всех в ужас. Все начинают паниковать, когда шоу прерывается, а Кимона Хаши говорит завтра, что нельзя терять ни минуты. Они прибывают на место происшествия, где завтра сообщают, что они подтвердили смерть мужчины. Полиция интересуется, кто такой друг завтра, и Кимона Хаши представляется как Камадзи, большой поклонник экстрасенса. Кимона Хаши, не теряя времени, подходит к трупу поближе и еще раз обещает отомстить за них. Кимона Хасаши притворяется поклонником Тараджа, но Таамару хочет, чтобы он просто стал серьезным. Затем Кимона Хасаши грубо спрашивает Тараджа, как он убил того парня, и тот просто отвечает, что сделал это с помощью своих экстрасенсорных способностей. Все шокированы тем, что он открыто признался в убийстве, но он указывает, что не может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующими законами. Тамара подтверждает это, поскольку он не может арестовать кого-либо за психически вызванную смерть, а Кимона Хаши просто продолжает выступать в роли суперфана. Он просит у Тараджа автограф и говорит ему просто использовать ручку, которую он использовал на демонстрации. Тарадж подписывает крошечную книжечку, но думает, что это такое толстое кимоно, что она едва может его прочесть. Уходя, Тарадж обвиняет во всем нейрохирурга. Он говорит, что если бы она просто поверила в его экстрасенсорные способности, то в демонстрации смерти не было бы необходимости. Он считает, что если кто-то и должен понести наказание, так это она. Ребята пошли проведать ее, и девушка по имени Шиката представилась ассистенткой Мофу в больнице. Тут Умору не считает, что это ее вина, но Мофу объясняет, что она практикующий врач. И она берет на себя полную ответственность за то, что позволила кому-то умереть прямо у нее на глазах. Кимона Хаши спрашивает ее, заставил ли ее этот инцидент поверить в экстрасенсорные способности, но она не уверена. Но в чем она уверена, так это в том, что этот человек умер из-за яда. Ее обследование показало, что это был какой-то нейротоксин, похожий на яд иглобрюха или змеи. Кимона Хаши уже сделал вывод и об этом, сославшись на пятнышко на задней стороне шеи жертвы, которое могло быть следом, оставленным ядовитой иглой. Она задается вопросом, является ли Кимона Хаши врачом, но ее сердце разбито, когда он говорит, что он суперфан Тараджа. Татамару задается вопросом, мог ли Тарадж использовать какой-нибудь дротик, чтобы вставить иглу, но она отвергает эту идею. Она внимательно наблюдала за Тараджем, и он не сделал ничего подозрительного. Кроме того, за спиной жертвы тоже никто не стоял. Она сходит с ума, так как ее мозг не может объяснить, что произошло, и Таримару на самом деле начинает задаваться вопросом, не были ли это экстрасенсорные способности. Кимона Хаши отказывается выходить из образа, празднуя победу Тараджа, но Шиката объясняет, что у Мофу есть личная причина, по которой он не может проиграть. Именно по этой причине Мофу бросилась туда сразу после операции и даже участвовала в таком сумасшедшем шоу, заняв первое место. Кимона Хаши даже не нужно выслушивать причину, он просто считает, что это еще одна причина раскрыть это абсурдное дело. Он клянется, что они разгадают трюк и увидят фальшивого экстрасенса со сцены. Все были шокированы, когда он снял свою маскировку и показал, что это очевидно была не экстрасенсорная сила. Он шокирующе показал, что на самом деле все это время был просто фанатом Бэндвэгон, и единственное, в чем он настоящий фанат, это правда. Он указывает, что сразу после того, как испытуемый увидел карточку-подсказку, он закрыл глаза и потерял сознание. Однако он задается вопросом, не произошло
ли что-нибудь после этого. Мофу рассказывает, что когда она делала ему искусственное дыхание, испытуемый тоже на мгновение пришел в себя. Он был в тяжелом состоянии, а затем его дыхание снова остановилось. Томару уверен, что Тарадж не мог вставить никаких игл во время искусственного дыхания и объясняет, что криминалисты не нашли никаких игл. Татамару все больше убеждается, что это были экстрасенсорные способности, но Каманхаши говорит, что у них уже есть все необходимые улики. Мофу замечает, что у него довольно плохо с глазами и дает ему несколько глазных капель. То завтра соберет всех и шокирующе объявит, что готов разгадать тайну. Он заставляет их воспроизвести всю сцену целиком. У Мофу есть жертва, и он сам в роли Тараджа. Для точности Таорму использует те же карточки-подсказки и просит у Тараджа ручку. Тарадж сопротивляется и недоумевает, зачем ему вообще участвовать в таком спектакле. Мофу приходит в ярость, когда она указывает на то, что кто-то только что лишился жизни, и вежливо просит у него ручку. К сожалению, она очень неуклюжая и спотыкается о шнур. Ручки Тараджа падают на пол, поэтому она берет их и извиняется, потому что они все равно будут ими пользоваться. Они готовятся, и тот объясняет, что он напишет на карточке, а Мофу сделает вид, что делает то, что там написано, точно так же, как это делало растение. Тарадж возражает против того, чтобы он назвал парня растением, и указывает, что никто не захотел бы лишить себя жизни ради шутки. Завтра начинается со слова «прыгай», так что Мофу переходит к прыжкам. Он пишет слово «беги», и она бежит. Люди, наблюдающие за происходящим, расстраиваются, потому что она делает это только потому, что он ей сказал, и они задаются вопросом, не тратит ли детектив впустую время каждого. Затем Тутумору показывает ей слово «смерть», и все сходят с ума, когда Мофу падает на землю. Тота успокаивает всех этих тупиц и объясняет, что она не умерла. Он рассказывает, что когда Тора показывал карточку испытуемому, он на самом деле перевернул ее вверх ногами. Когда слово «смерть» перевернуто вверх ногами, это означает сон, так что человек на самом деле был еще в сознании, когда потерял сознание и просто притворялся спящим. Наушники не позволяли ему слышать шум, поэтому он продолжал притворяться, даже когда Тарадж измерял его пульс. Это означает, что Тарадж сделал мужчине инъекцию во время суматохи и когда трансляция прекратилась. Мофу в шоке, так как это означает, что яд только начал действовать, когда она делала ему искусственное дыхание. Татамару повторяет, что никакие экстрасенсорные способности не использовались, и он прямо противостоит Тараджу. Тарадж в ярости указывает на то, что они не нашли отравленную иглу, но Таамару шокирующе показывает, что они нашли ее. Он объясняет, что причина, по которой Тарадж использовал свою толстую ручку, чтобы поставить свою подпись в такой крошечной книге, заключалась в том, что у него была спрятана ядовитая игла в более тонкой ручке. Все в шоке, но Тарадж настаивает на том, что он действительно обладает экстрасенсорными способностями и планирует доказать это всем. Он громко произносит слова «экстрасенсорные способности Тараджа», но ничего не происходит. В конце концов, он просто признается, что солгал, и сдается. Затем он разразился тирадой, в которой показал, что субъект начал угрожать ему. Субъект собирался рассказать об их фальшивом трюке, если Тарадж не отдаст ему 90% заработка. Так что покончить с собой было его единственным выбором. Именно в этот момент Кимонохаши бросает Тараджу ручку с ядом и шокирующе говорит ему покончить с собой. Это потому, что любой, кто пренебрегает жизнями других, не имеет права на жизнь. Он приказывает Тараджа заколоть себя, и Тарама мгновенно понимает, что Кимонохаши снова делает то же самое, заставляя кого-то покончить с собой. Наш герой начинает действовать, чтобы выбить ручку, но все приходят в ужас, когда говорят, что Татамару был ранен ножом в руку. Кимонохаши приходит в себя, но беспокоится за Тота. Мофу спешит ему на помощь, но уже слишком поздно, на нем след от ядовитой иглы. Однако что-то здесь не так, и Тарадж объясняет, что он поменял наконечник ручки местами с иглой, так что это никак не могло оставить след. Это означает, что у него в руке была не та ручка, и, к счастью, ручка с ядом была просто одной из других. На землю. После этого Тумара объясняет, что он действительно думал, что он мертв, и Кимонохаши приносит извинения за то, что он сделал. Тумара на самом деле не верит ему и уверен, что Кимонохаши будет готов расследовать следующее дело. На этот раз что-то изменилось, поскольку Кимонохаши не делает умных замечаний, как обычно, а просто говорит, что с его стороны было ошибкой снова начинать расследование преступлений. Если бы тогда все закончилось по-другому, не было бы никакого способа исправить это, поэтому Кимонохаши думает, что у него есть шанс. У меня нет права быть детективом. Очевидно, что Кимонохаши действительно разочарован в себе, и Таамару задается вопросом, не пора ли им отказаться от этого действительно опасного подхода. Именно в этот момент Таамару слышит, как Мофу зовет на помощь, и обнаруживает, что бинты неуклюжей девочки за что-то зацепились. Освободившись, она благодарит Таамару за раскрытие дела и раскрывает причину, по которой для нее было так важно победить. В прошлом у нее было несколько пациентов, которые слишком сильно верили в экстрасенсорные способности и из-за этого отказывались от операции. Теперь, когда они немного опровергли существование экстрасенсорных способностей, благодаря его блестящим выводам, это спасет множество жизней. Эти слова полностью оживляют главного героя, поэтому он благодарит ее в ответ и извиняется за то, что Кимонохаши напугал всех в конце. Он объясняет, что у Кимонохаши есть странная привычка заставлять убийц что-то делать, и нейрохирург, кажется, заинтересовался. Когда он уходит, она думает о том, что то, что сделал Кимонохаши, определенно было чем-то большим, чем просто давление.
расследование. После этого наш воспрянувший духом главный герой находит Каманахаши и говорит ему, что он не может просто так уйти после чего-то подобного. Киманахаши быстро замечает, что из-за него Тото чуть не погиб, но Тото напоминает ему, что это был всего лишь несчастный случай. Киманахаши никак не может смириться с этим и объясняет, что если бы это повторилось еще раз с худшим исходом, то он не смог бы с этим смириться. Тото уверен, что в следующий раз он остановит Киманахаши, и он говорит ему, что ему тоже следует немного поверить в себя. Сейчас Тото действительно завладел его вниманием и показывает, как сильно Киманахаши любит заниматься расследованиями. Ему нравится помогать людям, и жизнь людей лежит в основе всего, что он делает. Тото, кажется, достучался до него, и он показывает Киманахаши приглашение, которое он получил ранее в тот же день. Тото не очень хорошо знает человека, который его прислал, но оно предназначено для встречи в обсерватории на отдаленном острове, чтобы понаблюдать за метеоритным дождем. Тотамороу считает, что им нужно сменить обстановку, и Киманахаши соглашается, что было бы неплохо на некоторое время отвлечься от загадок. Вдобавок ко всему, этот отдаленный остров на самом деле знаменит своим черным сахарным сиропом. И Тотамороу не может поверить, что это настоящая причина, по которой Киманахаши он согласился поехать. Некоторое время спустя мы видим, что Киманахаси и Тео завтра уже на пути к отдаленному острову. Парень, который их пригласил, говорит, что у него есть друг в каком-то полицейском управлении. И Кавасеми сказал им, что То завтра один из лучших детективов в округе на данный момент. Киманохаши недоумевает, зачем детективу высшего звена понадобилось приглашать на вечеринку по наблюдению за метеоритным дождем. И мужчина объясняет, что это делается для того, чтобы они были готовы ко всему. Мужчина упоминает об инциденте, произошедшем на острове, что побуждает Киманохаши расспросить его подробнее. Он тут же останавливает себя, потому что он здесь для того, чтобы расслабиться и отвлечься от дел. Киманохаши изо всех сил старается не задавать лишних вопросов, поэтому Тото просто говорит, что он немного устал. Этот человек говорит в двух словах, потому что он просто просит его прийти в качестве страховки и уверен, что ничего плохого не случится. Они наконец добираются до острова, и мужчина объясняет, что фермеры приедут с главного острова во время сезона сбора урожая, чтобы собрать сахарный тростник. Однако сейчас еще не сезон сбора урожая, так что там остаются только сотрудники обсерватории и гости. У Киманахаси все еще есть вопросы, но на этот раз они касаются его драгоценного сиропа из черного сахара. Мужчина подтвердил, что его готовят из сахарного тростника, поэтому Киманахаси записался на трехразовое питание с использованием сиропа из черного сахара высшего качества. Наш мальчик Киманахаси действительно в отпуске, так как он также заявил, что хотел бы попробовать хула-хупинг после еды. Как ни странно, занятие хула-хупингом в обсерватории есть в списке, который он составил за время своего 5-летнего затворничества. Они приходят в обсерваторию и сразу же интересуются оружием, выставленным в вестибюле. Мужчина объясняет, что это точная копия, которая, как предполагается, отгоняет злых духов. Ребята впечатлены, потому что она неотличима от настоящей, но им интересно узнать о злых духах. Давным-давно, чтобы защитить сахарный тростник, местные жители хранили кремневое ружье в качестве талисмана. Ребята прошли по всем комнатам для гостей на втором этаже в комнату наблюдения, где они обнаружили очень сердитого шеф-повара по имени Дуна. При закрытом куполе помещение звуконепроницаемо, так что она просто снимала стресс. Когда что-то действительно выводит эту даму из себя, она идет туда и кричит очень громко. Она жалуется на то, что какой-то гость по имени Данзава был очень зол из-за неправильного расположения звездочек на его кофейной чашке. Но еще хуже то, что какой-то парень заказал целую порцию черного сахарного сиропа. Киманахаши указывает, что это для него, поэтому она извиняется, и все становится довольно неловко. Неловкость исчезает, когда Тумару шокирован, увидев, как выглядят волосы Данзавы. Этот парень очень странный, он объясняет, что его прическа была разработана с научной точки зрения, чтобы не мешать ему смотреть в телескоп. Данзава называет их нечистыми гостями, что означает, что это люди, которые не могут по достоинству оценить душ. Это люди, которые не являются поклонниками астрономии. Там также присутствует какая-то женщина-фотограф, и она представилась как Анадера. Стоит отметить, что среди них есть еще один гость, не любитель астрономии, и Киманахаси, к удивлению, называет этого парня своим сенсеем. Это преподаватель теории замкнутого круга Академии синего детектива по имени Джон Гризли. Джон – один из очень немногих инструкторов, которого Киманахаси признает своим начальником. Джон хочет знать, почему Киманахаси здесь, и он просто говорит, что приехал сюда в поисках изысканных блюд. Человека, который пригласил их туда, зовут Джуманджи, и он объясняет всем, что пригласил на завтрашний день и Джона, чтобы убедиться, что у них не возникнет проблем. Киманахаши думает, что это довольно странно приглашать туда известных детективов. Но Андера объясняет, что это самое малое, что он может сделать после того, как его кишки, душераздирающий инцидент, который там произошел. Киманахаши отчаянно пытается сказать ей, что ему это не интересно, но Тумар быстро указывает на то, что его действия и слова не соответствуют действительности. Они не совпадают. Это потому, что Киманахаши прижимает руку к уху, как будто хочет услышать что-то еще. Киманахаши ведет себя так, будто именно Тотамару хочет услышать больше подробностей, чтобы продолжить объяснение. Джон рассказывает, что 10 лет назад тогдашний директор и еще 6 человек были застрелены. Джуманджи рассказывает, что тот, кто умер 10 лет назад, был его отцом. Пистолет, из которого стреляли, так и не был найден, а убийца остается неопознанным. Обсерваторию собирались закрыть, но отец Джуманджи любил это место всем сердцем. Он уверен, что преодоление этой трагедии именно то, чего хотел бы его отец, и именно поэтому он устраивает вечеринку по наблюдению за тем же метеоритным дождем. Все
Все его подбадривают, но какая-то случайная синеволосая цыпочка притворяется, что у нее навернулись слезы на глаза, когда она услышала его историю. Ее зовут Орихиме, и она представляется как идол группы утешения Ориона. Именно в этот момент директор в шоке, потому что купол начинает открываться без разрешения. Кимонохаши просто не смог сдержаться, и директор объясняет, что телескоп автоматически отслеживает положение и записывает кадры всех звезд, которые попадают в него. Однако они не будут использовать его для наблюдения за душем, поскольку красота душа лучше всего видна невооруженным глазом. Метеоритный дождь начнется только в 11 вечера, так что до этого времени все желающие могут насладиться шведским столом. Несколько мгновений спустя Татамару обнаруживает, что Кимонохаши уже уселся за стол и потрясен, увидев, что он покрыл все черным сахарным сиропом. Парень с дурацкой стрижкой объясняет, что Кимонохаши очаровал их всех, потому что он помешан на астрономии. Кимонохаши объясняет, что он узнал об астрономии некоторое время назад, а Татамару только сейчас осознает, что он мало что знает о своем напарнике, секретном детективе. Затем тот задается вопросом, знает ли Джон о болезни Канахаши и может ли он подсказать, как ее вылечить. Тумару подходит к нему, и Джон неожиданно спрашивает его, проводил ли Канахаши какое-либо расследование. Татамару лжет сквозь зубы, говоря нет, и объясняет, что он знает, что Канахаши в конечном итоге оказывает давление на преступников. Однако тот и не знает подробностей, поэтому он просит Джона рассказать ему, действительно ли Канахаши оказывал давление на преступников, доводя их до смерти. Джон начинает с того, что 5 лет назад Канахаши принимал участие в практических тренировках. Кимонохаши удивительно преуспел в обнаружении базы группы из 7 убийц. Но когда полиция вошла в цитадель, они обнаружили только Кимонохаши, стоящего там, ошеломленного и залитого кровью, с орудием убийства в руке, среди трупов всех 7 убийц. Это стало известно как кровавый инцидент на тренировке. Есть 99% уверенность в том, что это сделал Кимонохаши, но он не помнил, что произошло за 30 минут до или после этого. По этой причине в то время его считали душевнобольным. Таким образом, лишение его лицензии детектива было суровым наказанием. Однако этот энергичный парень говорит, что Кимонохаши повезло, потому что, если бы он был ответственен за решение судьбы Канахаши, он бы приговорил его к смертной казни. Именно в этот момент Орихиме отчаянно просит завтра остановить Канахаши. Тот идет проверить, в чем заключается это чрезвычайно срочное дело, но обнаруживает, что это просто очень набитый Канахаши, который пытается удержаться от рвоты во время занятия хула-хупом. Канахаши объясняет, что на самом деле он просто демонстрировал орбиты планет в Солнечной системе. Он счастлив, что достиг своей цели, но устал и отправляется спать. Он решает, что может просто увидеть метеоритный дождь во сне, и его новые несгибаемые поклонники восхищаются его глубокомыслием. Некоторое время спустя начинается метеоритный дождь, но Татамару замечает, что Анадеры там нет. Она, по-видимому, отправилась за фотооборудованием, но с тех пор, как она ушла, прошло уже 2 часа. Купол по какой-то причине начинает открываться, и все разбегаются, когда слышат выстрел. Дверь в телескоп заперта, поэтому директор бежит за ключом. Джон отчаянно пытается спросить, есть ли там кто-нибудь, но директор возвращается, так как не смог найти ключ. Они выламывают дверь и обнаруживают, что там кромешная тьма и свет не работает. Уна приносит им несколько фонариков, и они с ужасом обнаруживают, что Анадера и Кимонохаши оба лежат на полу. К счастью, Кимонохаши все еще дышит, но, к сожалению, Анадеры больше нет в живых. Джон зол на себя, так как должен был предвидеть это, но Татамора надеется, что он не считает Канахаши ответственным за это. Остальные указывают на то, что это явно был Канахаши, поскольку пистолет лежит прямо рядом с ним. Шеф-повар тоже подозревает его, поскольку только псих мог заказать столько черного сахарного сиропа. Затем Кимонохаши начинает скованно выступать в защиту своего любимого блюда, утверждая, что черный сахарный сироп не сделал ничего плохого. Он объясняет, что проснулся от крика Орихиме. Он ничего не помнит после того, как вернулся в свою комнату и лег на кровать. Однако из их разговора он может сделать вывод, что сейчас он находится в очень тяжелом положении. Все хотят, чтобы его арестовали, но Джон заставляет всех замолчать и указывает, что все они тоже подозреваемые. Джон смотрит на каждый инцидент беспристрастно, поэтому Кимонохаши подчеркивает, что он действительно является инструктором, воплощающим высокие идеалы Блу. Кимонохаши попросил Джона и известного полицейского детектива Тумара тщательно расследовать это дело. Тот-то помнит, что он тоже должен провести расследование, и Джон говорит Кимонохаши, чтобы он сидел тихо и наблюдал. Джон указывает на то, что тело все еще теплое, а это значит, что она умерла совсем недавно. Пуля попала ей в сердце прямо через спину. Вскрытие все подтвердит, но можно с уверенностью сказать, что причиной смерти был выстрел, а орудием убийства – пистолет. Именно этот пистолет был выставлен в вестибюле, но директор и представить себе не мог, что он настоящий. Как ни странно, все лампы там разбиты. Там также нет лестниц, по которым было бы невозможно выбраться через купол. Здесь нет других выходов, а это значит, что никто другой, кроме Кимонохаши, не смог бы этого сделать. Против него есть неопровержимые улики, такие же, как и 5 лет назад. Другого входа в комнату или выхода из нее нет, но дверь была заперта. Так что
внутри смотрового купола была идеальная запертая комната. Кимонохаши не может поверить, что запертая дверь делает его преступником, но затем он с удивлением обнаруживает ключ в своем кармане. Это единственный универсальный ключ, который у них есть, но Канахаши понятия не имеет, почему он оказался у него в кармане. Все уверены, что он виновен, но Таому подчеркивает, что у Канахаши нет причин причинять кому-либо вред. Джон уже принял решение и приказывает Таому арестовать Канахаши. Таому начинает отказываться, но Канахаши не возражает, пока его арестовывает Тота. Тота хочет, чтобы он защищался, но Канахаши нечего сказать. Джон должен завтра принести Канахаши свои ботинки, так как ходить по битому стеклу было бы опасно. Джон попросил директора вызвать полицию на главный остров, поскольку надлежащее расследование все еще необходимо. Все думают, что это место проклято, но Джуманджи просто рад, что они нашли преступника, и он благодарит Джона. Тота разаковывает Канахаши в наручники в другой комнате, и Канахаши объясняет, что его память обрывается, когда он падает на кровать. Когда он открыл глаза, он уже был в куполе обсерватории вместе с Анадерой, которого он, по-видимому, прикончил. Татамару задается вопросом, было ли у него такое же чувство после кровавого инцидента на тренировке, и он говорит, что это точно то же самое. Камонохаши действительно начал верить, что он убийца, так как он ничего не помнит. Тоору приходит в ярость, потому что это не похоже на того Камонохаши, которого он знает, но Канахаши указывает, что у Тоору нет никаких доказательств его невиновности. Тоору возражает на это, говоря, что жертва была обычным человеком, и единственными людьми, на которых Кимонохаши пытался надавить до смерти, всегда были убийцы. Канахаши шокирован, и Тота еще раз доказывает свою точку зрения, говоря, что он ни разу не пытался лишить жизни невинного человека. Завтра он заявит, что даже если Кимонохаши не уверен в своей невиновности, он уверен в этом. Кимонохаши приходит в себя и говорит, что слова Тота немного разогрели его замерзший мозг. Он говорит, что только что вспомнил кое-что и признался, что держал это в секрете от Тота. Этот секрет заключается в том, что он совершенно бесполезен с оружием. Он всегда получал отличные оценки по всем остальным предметам, но не по меткой стрельбе. Он потерпел неудачу из-за того, что никогда не мог сделать так много, чтобы Грей стал мишенью. Анадера был ранен прямо в сердце, но Камонохаси говорит, что даже если бы у него было 1000 попыток, он не смог бы нанести ни одного удара. Тота потрясен и недоумевает, почему он не упомянул об этом раньше. Камонохаши объясняет, что с тех пор, как произошел инцидент 5 лет назад, он всегда что-то говорил себе. Если что-то подобное когда-нибудь повторится, он просто сдастся без боя, как бы тяжело это ни было принять. После того дня он возненавидел всех, так что это был единственный способ сохранить рассудок. Кимонохаши благодарит Тота за то, что помог ему прийти в себя, и объясняет, что его мозг работает не на 1%. Татамару понимает, что если Кимонохаши не настоящий преступник, то кто-то подставил его. Этот человек все еще на свободе, поэтому он бросается на расследование. Кимонохаши помнит, что он плакал и вопил, когда его арестовали 5 лет назад, и удивляется, почему он не арестован сейчас. Однако он понимает, почему он не паникует на этот раз, и это потому, что теперь у него есть Тота. На улице льет сильный дождь, и у Джуманджи чуть не случился сердечный приступ, когда он узнал, что полиция прибудет только на следующее утро или даже позже. Татамару возвращается на место преступления и с ужасом обнаруживает, что все лампы в комнате были погашены выстрелом из пистолета. Все они попали точно в центр, так что это определенно не мог быть Кимонохаши, поскольку он не очень меткий стрелок. Было выпущено несколько пуль, но, как ни странно, они услышали только одну за пределами купола. Тота пытается поговорить с трупом, как это делает Канахаши, но в итоге просто сходит с ума. Затем он вспоминает, что телескоп автоматически записывает звезды, и ему интересно, записал ли он какие-нибудь подсказки. Татамару проверяет компьютер, но все началось, когда кто-то подкрался к нему сзади. Оказалось, что это всего лишь Джон, который принял Тота за злоумышленника. Джон ищет дополнительные улики против Кимонохаши, так как хочет быть уверенным, что на этот раз ему вынесут смертный приговор. Джон рассказывает, что он уже опросил всех, и Татамару понимает, что этот старый крутой чувак намного опередил его. Все говорят, что в последний раз Анадеру видели в 11 вечера, и она вернулась в свою комнату за фотооборудованием. Однако Джон считает странным, что она не подготовилась заранее, учитывая, что позже вечером погода должна была испортиться. Выстрел, раздавшийся в час ночи, определенно отправил ее на тот свет, но у всех есть алиби. В 11 часов 30 минут Джуманджи ненадолго отлучился из своего офиса, но к полуночи вернулся на крышу. Данзава был на крыше все это время, не считая одного похода в туалет в полночь. Уна, шеф-повар, был на кухне с 11 вечера до часу ночи. Когда раздался выстрел, она разговаривала с Арихими, которая пошла за напитками. Арихими своего рода электронная девочка, поэтому она начала прямую трансляцию для всех своих симов в полночь. А когда она закончилась в 40 часов, она пошла на кухню. Ши и Юна были вместе, когда все взбесились из-за выстрела. Тота был на крыше, так что единственный человек, у которого нет алиби, это Кимонохаши. Маруо уверен, что Кимонохаши невиновен, но Джон указывает, что он поступает нелогично. Однако Тота быстро замечает, что он нелогичен, и это область деятельности Кимонохаши. Джон никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о Кимонохаси так, как он, пока завтра не скажет, что это потому, что они настоящие друзья. Джон поражен, ведь это означает, что Кимонохаси сильный
сильно изменился. Раньше он никого не подпускал близко, но теперь у него есть друг, который доверяет ему вопреки всякой логике. Я хочу показать ему отверстие от пули, то, что он нашел в компьютере. Запись началась в 11 часов вечера, но до часу ночи было совершенно темно. С тех пор на экране была только полярная звезда. Кто-то думает, что это не имеет значения, но Джон кое-что понимает и очень расстраивается из-за того, что не заметил этого раньше. Он дает Тото ключ к освобождению Кимонохаши и велит ему все рассказать Кимонохаши. Кимонохаши определенно невиновен, но у них нет времени прыгать от радости, так как они должны поймать настоящего преступника как можно скорее. Джон призывает его быть осторожным, поскольку подкрепление не прибудет. Полиция задерживается из-за тайфуна, и Джон опасается, что произойдет еще больше убийств. Тото освобождает Кимонохаши и рассказывает ему обо всем. Кимонохаши рассказывает о том, что выяснил Джон, и указывает, что снимать несколько огней в затемненном куполе невозможно. Это означает, что огни должны были быть сняты либо до 11 часов вечера, либо после часа ночи. Было 7 огней, но в час ночи был слышен только один выстрел. Таким образом, все остальные светильники должно быть были выключены до 11 часов вечера. Это означает, что стекло было разбросано по всему полу до 11 часов. Кимонохаши был найден босым, так что если бы он вошел туда в темноте, его ноги были бы покрыты кровью и порезами. Он не смог бы отойти ни на шаг от того места, где было найдено его тело, но между ним и телом жертвы был гигантский телескоп. С такой позиции он не смог бы выстрелить в нее. Кимонохаши набрался сил и готов к самому интересному. Он рассказал, что сильная сонливость, которую он почувствовал после ужина, на самом деле была вызвана снотворным, которое было добавлено в его еду с черным сахарным сиропом. Татамару по глупости предположил, что это был шеф-повар, но гениальный детектив указывает, что у каждого было множество возможностей подсыпать ему в еду наркотик. Кимонохаши хочет на время отложить раскрытие преступления, чтобы немного повеселиться. Тото понятия не имеет, о чем он говорит, поэтому гениальный главный герой раскрывает свой план выпить немного сиропа, в котором на самом деле нет снотворного. Джон ломает голову, пытаясь вычислить настоящего виновника, и обнаруживает обрывок рыболовной лески. Кимонохаши ныряет в свой тайник с черным сахарным сиропом и считает, что это помогает его мозгу работать на 100%. Кимонохаши думал, что они смогут найти ключ к разгадке того, кто вытащил его из постели, когда он был без сознания, но все было полностью стерто. Это только заставляет его понять, что преступление было подготовлено очень тщательно. Это не было случайным преступлением, и Кимонохаши, должно быть, был выбран для того, чтобы подставить его с самого начала. Тото объясняет, что Джон планировал извиниться при следующей встрече с Кимонохаши, а Кимонохаши объясняет, что именно поэтому он так сильно уважает Джона. Тото тоже думает, что Джон на самом деле действительно хороший парень, и рассказывает, что Джон хочет заново расследовать инцидент с тренировкой крови Кимонохаши. Сироп разлетается повсюду, так как Кимонохаши не может сдержать своего волнения, и ему не терпится поблагодарить Джона. Веселье заканчивается очень скоро, когда раздается выстрел, и тело Джона падает за окно. Джон лежит на улице один и восклицает, что это ловушка для Кимонохаши. Кимонохаши прибывает вскоре после этого, но уже слишком поздно, Джон ушел. Татамару ошеломлен, а Кимонохаши подчеркивает, насколько серьезна ситуация, поскольку Джон был инструктором в Блю. Блю – ведущее детективное агентство в мире, поэтому, чтобы один из его инструкторов встретил свою смерть, его противник должен быть очень грозным. Кимонохаши обещает отомстить за своего сенсея, а завтра клянется помочь ему. Затем наш гениальный герой начинает вычислять свой коэффициент интеллекта, равный 300. На одежде Джона нет следов борьбы, значит, в него стреляли издалека. Либо это так, либо он был застигнут врасплох. Кимонохаши замечает леску, и на место происшествия прибывают другие люди. Они сразу же предполагают, что это сделал Кимонохаши, поскольку он должен был быть в наручниках, но Тото бросается на его защиту. Кимонохаши позаботился об этом и очень быстро все объяснил. Тот же пистолет, из которого стреляли в Анадеру, был найден на крыше, и, похоже, преступник забрал его у Джона, который его конфисковал. Все в ужасе, пока завтрашний день не проверит алиби каждого. Джуманджи отдыхал в своем кабинете, а Донзава только что закончил важные дела в ванной. Уна спала с затычками в ушах, а Арихима использовала наушники, чтобы прослушать прямую трансляцию со своими отчаявшимися симпсонами. К сожалению, это означает, что ни у кого нет надежного алиби, и кто угодно мог всадить пулю в Джона. Все боятся, что кто-то из них хладнокровный убийца. Полиция не появится в ближайшее время, так что Донзава опасается, что трагедия десятилетней давности повторится. Он думает, что остров действительно проклят, и пугает всех, когда говорит, что их всех найдут мертвыми. Кимонохаши успокаивает всех, заявляя, что этого не произойдет. Он говорит, что хотя Тарамару может и не выглядеть так, на самом деле он по-настоящему взбешен. Кимонохаши, кажется, говорит о себе, но при этом говорит всем, что Тумару любит загадки больше, чем кто-либо другой, и у него хорошо получается их разгадывать. К сожалению, он попал в ловушку, и теперь 2 человека погибли прямо у него на глазах. Один из тех людей, которых он очень уважал. Кимонохаши объясняет, что преступник прячется за
за маской и торжествующе улыбается. Этот человек, однако, скоро пожалеет о своем поступке, так как он разозлил кого-то, чего не должен был делать. Тота и Кимонохаши повторно расследуют первые преступления, и Тота демонстрирует, как они прошли через дверь. Кимонохаши, кажется, что-то понял, но спрашивает Тота, как, по его мнению, преступнику удалось превратить купол в запертую комнату. Главный ключ был в кармане Кимонохаши, и он был заперт внутри. Завтрашний день считает, что преступник, должно быть, воспользовался каким-то инструментом и помнит о леске. Он предполагает, что они, должно быть, воспользовались им, просунув его в щель в верхней части двери, прикрепив к ключу и повернув его снаружи. Татамару очень гордится собой, но Канахаши говорит ему, что он не прав. Тота думал, что он наконец-то сделал свой первый вывод, но Канахаши указывает ему на край двери. Тота потрясен, когда понимает, что леска не может пройти ни в какие щели, потому что на боковой стороне двери есть клей. Его там столько, что даже самая тонкая леска не пролезет сквозь него. Томару не может понять, зачем кому-то понадобилось запирать и склеивать его, поэтому Кимонохаши повторяет, что их противник действительно грозен. Это делает их еще более достойными победы, и Тота не может поверить, каким счастливым выглядит Кимонохаши. Тота продолжает объяснять, что произошло после этого, но Канахаши уже перешел к трупу. С того места, где она находилась, единственное, что она могла видеть, это вентиляционное отверстие, но никто не мог ни войти, ни выйти через него. Канахаши приходится выключить весь свет, и Тота делает второй шаг, чтобы его глаза привыкли к темноте. Татамару понимает, что Анадера упал перед выключателем, чтобы открыть купол. Купол открылся как раз перед тем, как они услышали выстрел, так что она, должно быть, нажала на выключатель и сразу после этого была ликвидирована. Как раз в тот момент, когда казалось, что он прокладывает свой путь к победе, Тумару проигрывает. У каждого есть алиби на тот момент, когда стрелял Анадера. Купол был полностью закрыт, так что никто не мог прикончить ее там. Тота становится по-настоящему серьезным, так как боится, что даже Канахаши не сможет раскрыть это дело. Однако он включает свет и обнаруживает, что наш мальчик бросает себе вызов, сможет ли он крутить хула-хуп в темноте. Тота думает, что он сдался, но Канахаши показывает ему, что леска запуталась в его хула-хупе. Тота впадает в панику, так как это важная улика, но Канахаши объясняет, что то, что он сделал, является важным ключом к разгадке тайны. Тота полностью растерян, но Канахаши показывает, что он уже раскрыл это дело, и все, что осталось сделать сейчас, это найти преступника. Тота получает прямой удар хула-хупом в лицо, а Арихиме прибывает как раз в тот момент, когда она искала Татамару. Она беспокоилась, что из-за тайфуна отключится электричество, и она не сможет уговорить Симса дать ей больше денег. Арихиме просит фонарик и объясняет, что она уже просила Уна. Уна, по-видимому, была очень расстроена, так как все заставляли ее повсюду таскать с собой фонарики. Кимонохаши кое-что понимает в фонариках и благодарит Арихиме за то, что она дала им последний кусочек головоломки. Кимонохаши объясняет, что теперь очередь завтрашнего дня, и им пора начать контратаку.